публикаций мои заключенные в том, что как раз-таки не платили. Да, платили дань, как мы платили дань. Если данью считать деньги, которые мы давали соседним попрошайкам, которые приходили и клянчили, просили милостыню. Вот такую дань мы давали, а другой дани не давали никакой. Однако мы максимально всегда пытались рассказывать. Есть версия, ты слышал, наверное, историю чеченцев, но ты же знаешь эту историю лаудаевскую, да, которая Да, знаю, конечно. Которая говорила, что часть восточных чеченцев, что якобы платили подать или дань Нуцалханам и Шамхалам. Есть там такие моменты, которые... И его мы много раз опровергали тем, что на самом деле мы никогда никому не платили дань, но сами по своему желанию приглашали управленцев из-за того, что когда начали спускаться, силы были неравные, а набеги делали. И причем набеги эти делались по указанию даже некоторых северных, более сильных государств. Допустим, то же самое калмыцкого хана направляли против нас воевать. Как это отобразилось и в многих источниках и полевых материалах. Я людям объясняю это, сперва говорю, что Даев сказал это, а мы говорим это, и ответил. Я ждал критики, понятно, если норнийцы там говорят, у них вечно какая-нибудь сказка, ерунда, вечные угрозы, это ты такой-то, ты сякой-то. Сегодня днем я вышел, как говорится, чуть-чуть посидеть на природе, смотрю написанные комментарии от наших же представителей на родном языке, что он историк, он аминтисаю, и он мне начинает там рассказывать, кто такие кабардинцы, адыги и черкесы, что они друг друга не понимают. Он говорит, что там другое, третье, десятое. То есть этот человек рассказывает мне о моей работе, причем приписывая почему-то к этой ситуации Амина, проведя вчерашний эфир 4-часовой, я высказал мнение, которое есть и с той стороны, отвечая и с этой стороны. Проблема в том, что источники Лаудаева, источники, допустим, того же осетинского историка, который тоже указывает определенные моменты, они, хочу я этого или не хочу я этого, они не исчезают, потому что если их аргументированно не опровергнуть, что мы и занимаемся, то бишь и я, и ты, и другие блогеры, которые занимаются историей, что они останутся. И как раз-таки неучи по этим по книгам, там, то ли Лаудаева будет, то ли Татоева будет. И опять же, про Лаудаева мы много раз говорили, что оригинальной записи этого человека никто не слышал. Я честно, Башлан, тебе скажу, те, кто отсылаются от Лаудаева, в априори не может быть серьезным человеком. Вот, я хочу тебе правду сказать. Я тебе скажу, это единственный источник, на который, в принципе, могут Сюли ссылаться. Это единственный источник, потому что они упрекают. И теперь они начали точно так же и Татоевым, грубо говоря. Но Татоев ссылается на Лаудаева. То есть, сославшись якобы на другого человека, все первоисточники, они уходят к Лаудаеву, который не был ни историком, ни этнографом. Но суть не в этом. И суть даже не в том, что он был первым там, а что он был царским офицером. Проблема в другом. Люди, которые заходят первый раз или не первый раз, заходят в эфир, начинают учить, заниматься нравоучением, ты говоришь им в эфире: Ибраим, есть вопросы? Скажи мне, Ибраим, есть вопросы? Никто не задает вопросы. Потом, не поняв, о чем речь, начинает речь толкать дичь от того, что ты учился 6 лет на историческом или 5 лет на историческом истории Цаха и Хедек Цаха и
больше комментариев связи. Но, по крайней мере, я не знаю, это наши или норницы, потому что они юзеры, которые пишут комментарии, закидывают это. Вопрос не в моей личности и не в моем, как говорится, когда говоришь об истории нашего народа, не должно быть я. Это не моя история, это история моего народа. Ее описывают по-разному. И когда ты трактуешь и отвечаешь, ты должен дать знать, с учетом того, что есть обе стороны этого вопроса, что есть некоторые, так сказать, аутсайдеры в истории нашего народа, которые очень много плохого пишут о нас. Допустим, есть некий норнеец, имя называть я не стану, он упрекает, что там чуть ли по книге Гольштейна упрекает меня и нас. Гольштейн написал, что архитектура и некоторые нравы восточных чеченцев ближе к дагестанским, ну и так далее и тому подобное. Это написал Гольштейн. Я в этой книге очень много видел и читал. И речь не о том, что написал Гольштейн, а указал момент, что даже Гольштейн, несмотря на всю, опять же, абсурдность многих его моментов, написал, что дзурдзуки являются чеченцами, а глигвы кистами. Он указывает, опять же, я ни в коем случае знаю, что кисты в большинстве своей являются представителями нашего народа. Если тебе твои оппоненты приводят какие-то моменты из истории, ты можешь спокойно отвечать им, контраргументы приводить. Но когда тебе свои же начинают гнать такую ерунду, типа того, что кто-то может из силы взять и использовать, что мы им платили дань, да вы только что проснулись, что ли? Вот 6 лет, как Сюли говорят, что вы платили нам дань, 6 лет они рисуют карты до Аргуна, реки Аргун имеется в виду, что это были их земли. 6 лет уже и они, и норнийцы, и с востока, и с запада этим занимаются. И занимаясь их опровержением и показывая, ставя их перед фактами, некоторые люди начинают сегодня мне говорить о том, что якобы и мы не слышали никогда такую историю, чтобы о нашем народе говорили и так далее и тому подобное. А переходить на личности или говорить там что-то кто-то написал, особенно упреки в том, что вот вы сегодня благодаря белому царю Унядин удерживаете наши земли и тому подобное. Благодаря этому царю белому некоторые начали вообще существовать. Если бы не белый царь, их как таковой бы и не был. Вот. Поэтому многие моменты непонятные, когда ты своим, вроде бы тебе кажется, что за 6 лет уже столько ты рассказал, столько понятно, столько достоверной информации предоставил ты. А нет, через 5 лет, 6 лет все равно появляются люди, которые впервые или там второй, третий раз зашли. Жалко, конечно, что эти люди со своими учеными, которые у них есть более сильные, которые ответственно относятся к нашей истории, не отвечают провокаторам, таким как Злой Изя, Красный Горшок, Хапизовщины, Пати, всякие там Абадиевым и другим, и другим. Я что-то не видел, чтобы они подключались и активно с нами работали против них. Почему-то вот в этот момент нужно показывать, хорошо, я плохой, я не такой, как должен быть там, я должен в угоду кому-то говорить свою историю. Ну, ты можешь сделать это, приходи, сделай, докажи. У меня нету плохих историков, у меня нету хороших историков. Я всегда говорил, как может представитель нашего народа писать. И вчера, отвечая этому человеку, сказал, вот вы в своей Википедии пишете, что вы такие-сякие. Да, мы так пишем, что мы такие-сякие, и берем моменты с истории, которые подтверждаются достоверными документами. Однако, зачем нам сидеть в своей Википедии, грубо говоря, если мы являемся там авторами его? И зачем нам писать, вот мы такие плохие, мы такие-сякие, когда все вокруг только этими занимаются? Мы не такой большой народ, чтобы нас сами себя как бы унижали и притесняли. Да, безусловно, говорить правду нужно. Но от кого звучит эта правда? От того, что я с тобой сейчас, мы здесь сядем,
Ибраим, и сколько здесь человек? Человек 10, да, сейчас 11 человек сидит в студии, там, в нашем чате, и говорит, какие мы самые крутые, мы самые лучшие, мы самые это не объективно будет. Не объективно, некрасиво. Мы же сами говорим, нельзя хвастаться, нельзя говорить того, что мы не делали. А остальное, что было в нашей истории, как это происходило, что делалось для этого. Были ли беки, шамхалы, владели ли они плоскостной нашей территорией благодаря царской России или благодаря тому, что Тамерлан после кровопролитного сопротивления Тамерлану нас стало меньше, что тут удивительно? Свято место пусто не бывает. Освободите сегодня чей-либо кусок земли и давайте посмотрим, через год-другой, будет ли он также свободно стоять или нет. Мы же не забыли, что произошло с кизлярским куском нашей земли, когда на своей же территории Нохчи поставили знак. Это совсем маленький пятачок был. И что произошло? Паника, у нас земли отжимают, у нас все. Хотя по закону, по всему эта земля была наша. И чья была она, тех и осталась эта земля. Но в то время никого нету, в то время, когда нужно говорить, приводить аргументы, все занимаются вроде бы своими делами, а сегодня в нужный момент, когда уже все, в принципе, потихоньку начинает устаканиваться, когда история, новые и новые моменты попадают и начинают рассказывать. Или вы не понимаете, о чем я говорю, ну тогда пишите вопросы, задайте их прямо в эфире, напишите. В Ютубе напишите, пока идет прямой эфир, задайте эти вопросы. Я Ибраиму сказал, Ибраим, без всякой цензуры, любой вопрос, который есть в Ютубе, отправляй сюда на Telegram-бот или же на Instagram. Никаких проблем с этим нету. Я отвечу, может, вы неправильно поняли, может, вы вообще не в теме. Но показывать, вот ты всегда стремишься, покажи свое лицо, конечно, конечно, у нас на Кавказе всегда велось. Я не знаю, с кем я веду дискуссию. Знаете почему? Потому что ты этому человеку отвечаешь, зная, кто он там, предводитель, ну, вообще, понимаешь, что он, кто по национальности, по тому, как он задал вопрос, как он пишет стилистику речи его, потому что за эти 6 лет уже давно научились. И ты начинаешь говорить контраргументы про их историю и какие у них минусы. Так ко мне приходят, потом начинают плакать. Ваша, брат, вы вежливый дац, да? Он хамацахаевич, мышму, хайн хуш сахалич, может это подготовленный, жик ты будешь, ногчи мат амин. Я подготовленный, хири буваню капитантуешь. Я подготовлен, сюли буваню капитантуешь. А как ты тогда его узнаешь, если ты лица его не видишь, если имя он не пишет? Юзер, никнейм, который знает наши слова, не знает, сидит там, блин, HL какой-то, блин, пишет тебе комментарий, и ты начинаешь отвечать. А сказать-то есть про любых, кто вокруг тебя. Если у них есть сказать, что про нас, у нас-то еще больше это есть. И ты это прекрасно понимаешь. Тогда каким образом с этими людьми вести дискуссию? Лицо показать они не хотят, а вопросы в прямом эфире задать не хотят. А тот, кто не боится, вот Айса с Москвы, согласен со мной, не согласен со мной, но что, Алязину, Айса, зашел в эфир и прямым текстом сказал то, что он считает, дополнить хочу, или у меня другое мнение. Допустим, наш Аслан, тоже воин, блин, с Гудермеса, он заходит, хотя я с многими его вещами не согласен, а я в связи с своей политкорректностью, зная, что я веду деятельность, что у нас огромное количество подписчиков и просмотров, я ему говорю, Аслан, не за себя, и Аслан Ларвагач, что у тебя ограничения. Вот мое мнение, и он говорит, как есть, но есть люди тупые, которые не понимают это, и потом врут. Я же привел вам пример, когда буквально еще 3-4 года тому назад, когда я говорил, это тупо сжигать 15 регион машины, если вы хотите, сжигайте машины, но у вас половина республики и сами ездят на этих машинах, это тупость, нельзя это сделать, Ачхана. Взяли, вырезали момент, где я говорю, что нужно сжигать машины. Если бы Ибраим на ютубе бы не сохранил бы полный ролик,
то, извини меня, это конкретно разжигание межнациональной розни, это статья, это как минимум 5 лет. Вот о чем я говорю. И тут нету, здесь эти платформы, когда мы рассказываем историю, и третье, десятое, нужно четко понимать, что мы говорим об истории. Четко людям нужно разжевывать, долго ли, коротко объяснять. Надеюсь, вы правильно поняли. Когда я вчера говорил Дайву, я, наверное, 100 раз повторился, сказал, что мы ничего не имеем против грузинского народа. У нас нету никаких там претензий и так далее. В принципе, в каком плане? Потому что есть какие-то моменты. Есть люди, которые могут прямо говорить. Ну, приходите в эфир, говорите, рассказывайте. Но политкорректно это делайте. Чтобы против сунд, сунд, цансей, нохчи, коман, ежим чуна и вох чуна, цазехали, цана. Но я не знаю, кто здесь сидит сегодня. Вот примерно баш у нас, я не говорю, что вы. Кроме Сурхо, здесь есть вот смайлик, который слушает какой-то собачку поставил. Я не знаю, он норниц, я не знаю, ЦПшник, он какой там, какой-либо структуре он относится. Гуцир, я не знаю, кто он, примерно бас. Бугатти, я не знаю, кто он. Я не знаю, кто эти люди. Поэтому, чтобы уберечь, я приблизительно говорю, и чтобы уберечь, я говорю, если это исторический момент, история. И я не обсуждаю здесь ни своих историков чеченских, ни чужих историков, достойных историков. Да, есть слабое звено, я и про Лаудаеву рассказывал, и про Зарему рассказывал, и про некоторых историков, которые обливали свой народ грязью и писали книги в угоду или царской России, угоду или Советскому Союзу. И если сегодня есть некоторые люди, которые пишут в угоду Российской Федерации. Вот они пишут. И я создал площадку, чтобы люди могли высказаться и подойти к реальности, чтобы избежать какие-то проблемы. И когда ты ведешь себя политкорректно, соблюдая какие-то правила Ютуба, допустим, Ибраим прекрасно знает, он мне говорил, там сотни, если не тысячи у них правил. Телеграмма, Инстаграма, там есть правила, там есть ограничения. Армения тхаю, Грузия тхаю, Азербайджан тхаю, но к этому же должны подвести. Вот мы с Айсой, Айса Нохчу вошел в эфире Авации в данный момент, вот с Москвы. У нас с ним один проект, над которым мы работаем. Мы, так сказать, работаем с некоторыми историками из Лезгистана, ну, лезгинов имеется в виду. Так мы нашли очень много прекрасных моментов, которые нигде до сих пор я не слышал, не читал, где озвучивали. И это говорят сами лезгинские ученые, историки. Но пока мы не находим до конца подтверждения, мы это не публикуем и не говорим, молчим. Я тоже могу, извините, собрать, сказать, вот здесь у меня лекция, приходите, подготовить бумажки, встать и говорить там, грубо говоря, рассказать. Мы всегда были красавчиками, кто бы ни пришел, ой, наказать, ой, городин, ой, вожадин, ой, иматы, ой, сандеш, да, как это делает моя вся Академия Бузуртанова или Красного Горшка или всех остальных. Ну, а тогда чем лучше? Вы не видели, что ли, как человек, взрослый человек, который чуть ли не самый один из ученых, исследователей себя называющий, говорит, я из говна делаю конфету. Извините за выражение. И люди вырезали, это показывают. Это останется на сотни тысяч лет. Он говорит про свою историю, благо не про нашу. А меня упрекают, вот, Турлов, Шар, Алери, Вож, Алер. Да про Турловых написано сколько. Зайдите, прочитайте. Вся Википедия кишит об этом. То Турлов, кумыки говорят, что он их. Сюли говорят, что Турлов это их. Другие заходят, Турлов говорит, это наш. Азба, Дейл, Даш, Мабазби его. Мабаз больше и доказательства. Яца стопроцентные доказательства, что ела, если там остались его прямые потомки, возьмите ДНК, узнайте совпадение с какими тейпами, так,
Если Валах 100% доказательства я цадой. Но все источники говорят, что он не из нас. Есть челобитное, где он раньше чуть ли не всех просит Московскую Русь там. Да, он брал дань, есть моменты, где Турловы брали из дагестанских обществ тоже дань, платили ему. Есть эта информация, вы можете, любой человек может зайти и прочитать. Но вы его мабахетиши, вала ваца, вы его худобол, что ли? Есть моменты... Пару подписчиков говорило, что вот потомки Турлоевых есть, то есть они точнее живут. Надо как-нибудь будет с ними познакомиться, если действительно потомки Турлоевых. Я читал, последней статье было написано, что последний из прямых его потомков умер в 2014 году. Это все, что я слышал. Я так понял, прямых потомков. Но суть даже не в Турловых, понимаешь? Там, кроме этих Турловых, есть еще моменты. Мне Харачеве прислали огромный текст, где пытаются клеветать на харачевцев. И те же самые говорят, типа, это Лулар Цаунядин, Тяхина, Буш. Я это не публикую. Я этого не делаю. Почему? Потому что у меня нет достоверной информации. Если у меня есть достоверная информация, во-первых, я хочу, чтобы вы поняли, достоверная информация – это не то, что обязательно написал Мюжги, Жюкты, Эрмло и так далее. Я взял его и считаю, вот он правду говорит. Нет, конечно же. Знаете вообще, как историки действуют? Если, допустим, остров Чечень является нашим островом, и если бы об этом написал один чеченец, я бы промолчал, и я бы не сказал, что это наш остров. Но если говорят об этом, как и на самом деле есть десятки и военных, и мореплавателей, и ученых, которые публикуют и говорят, что остров Чечень принадлежал нам, и в честь нас он назван, почему я не должен публиковать? Потому что я могу привести ряд аргументов и доказать, что это наше. И вижу, какие контраргументы. Сколько раз мне заходили и говорили, Маратин, Карина, Ковчегю, подтверждению, научный журнал, что геодезис Чубалина, ой, Гунядин, специалист, толк штадиана и 100%. Я никогда не говорил, что я знаю Марата, я был там, когда многие даже не было, ездил. У меня есть друзья и знакомые, они поехали, мы снимали вместе. Я там же познакомился с этим исследователем Асланбек Ори, Милвари, научный исследователь Эрицон, клуб российских изобретателей. Я его там же увидел, еще 3 увидел. Я послушал их, я залез в эту, как говорится, пещеру, которую они рыли. В то время они только 25 или 29 метров выкопали ее. Я все это видел. Я видел то, кто копал, я видел эти гвозди, которые он показывал. Спускался вокруг, ходил на старые эти кладбища, землю, все проверял, фиксировал, видео сделал и закинул. Оно все есть на моем канале. Но я нигде никогда не говорил, я сказал за то, что он пытается доказать свою версию, свою гипотезу. Я всегда говорил уважение к этим людям. Но мне не кажется, что это Ноев ковчег. Вот мое мнение. С одной точки зрения, мне бы хотелось, что это было, но с одной точки зрения, патриот вас, ковчег там должны быть очень сильные аргументы в нашу пользу. А иначе мы будем выглядеть Абадиеву, который говорил, что там Несеря там сел Ноев ковчег. Чем мы лучше тогда его? Вот о чем я говорю. Истории Езар Пичбуатер Мадаци. Но ее нужно аргументированно, логически доказать и подтвердить ее. Аслан, Дзурзукети, я разве не прав, скажи мне? Разве не так все должно быть? Неужели мы тоже должны быть, я не знаю, какими-то очередными норнийцами, которые будут сочинять историю? Я же специально провожу и говорю, дейтиш, задавайте вопросы, поправляйте друг другу, давайте критиковать, но и доказывать. Разве не так мы должны делать?
Ой, гар иш ду все, иш да, хоть трава не расти, дичь не дати, тогда нас просто-напросто все засмеют. Это не история будет. Я читал книгу Далхана Хажаева, блин, есть там моменты великолепные у него. Но вот Аслан не даст совраться, я думаю, что он тоже читал его книгу, но там есть моменты, те, которые я вообще не понимаю, как можно написать, а это плюс-минус самые, считается, во время Ичкерии написал человек книгу. Ичкерийский историк был Шуичушуни. Ильяса Сигаури. Я всегда всем показывал, вот здесь очень много хороших моментов, очень великолепные источники у него. Одна из лучших книг по истории, потому что других нету. Не было той, которой разрешали в университете пользоваться, потому что она была каким-то образом аргументирована, доказана, и там есть отличные ссылки на другие документы. Вы знаете, вот эта книга «История Чечни», которую я вам вчера показывал, толстую, которую создала непосредственно создали в архивном управлении Чечни, несмотря на то, что там в основном акаки, то есть эти документы, самые достоверные, по которым пишется история. Несмотря на это, на этой книге почти что чуть ли не на каждой статье есть ссылка. И на грузинские источники, и на другие источники. Даже они используют их. Имеется в виду, так и должно быть. Это стандарт. Почему? Потому что завтра Аслан может мне сказать, Аслан Вала, Ибраим Вала, или ты история чеченцев. Ты можешь спросить, Башлам, ты помнишь историю чеченцев, когда ты говорил, у меня есть это, у меня есть это. Я тебя всегда доставал и говорил, источники, есть ссылки, есть источники, первоисточник Мелонигю. Если ты мне скажешь первоисточник Лаудаев, конечно, мы с тобой сразу, и я, и Аслан, и другие скажут, это Аллах, царский офицер. Можно ли верить его источнику, потому что рукописи, оригинале мы не видели. Дубровин, возьмем того же Дубровина, он написал и хорошее, и плохое. Про шейх Мансура в одном месте он пишет, что все чеченцы ему подчинялись, что он был таким великим, и буквально через несколько страниц он пишет, он поехал покорять карабулаков, стоял в стороне, потому что боялся и так далее и тому подобное. И какой части его верить? Хотя он не современник шейха Мансура. Вообще не современник. Он, кажется, даже буквально через 100 лет чуть ли не написал о нем. Или 80 лет. Сонда. Ба, Аслан, ты слышал. Аслан, это говори, Аслан. Мохал Дезхайо. Ссылаться-то надо, в принципе, считать можно там и Лаудаева, и Дубровина, кого угодно, но последнее слово должно быть за нами, военпойдали. Согласен. А если ты 100% не можешь там доказать, там, допустим, Ноев ковчег, да, тебе не обязательно стараться доказывать. Скажи, предай. Есть чеченское предание, есть чеченская легенда и так далее. Ну, я об этом и говорю, Аслан. Если я же говорю, когда сказал, и когда меня спрашивали, я говорю, гипотетически возможно все. Когда людям рассказывали впервые, что человек сможет летать на самолете, никто же не верил, называли их там чародеями, разными, магами и так далее и тому подобное. Но все-таки через определенное время появились и самолеты, которые перевозят буквально за все. И мы знаем вот эти предания наших старших, старейшин мудрых, которые говорили, и многое Юсуп Хазвала и я Милвариза Ташу Хазвала, которые не могли знать на тот период. И речь не об этом идет. Мы можем говорить, что это гипотетически возможно. Но я со своей стороны вижу, так это или не так. Но с историей чуть-чуть ситуация другая. Вчерашний эфир был отправлен, опять же, к тому высказыванию и всего дерьма, который вылил Даев при помощи тех шестерок, которые ему... И мне говорят, вот ты через каждое второе слово оскорбляешь соседей. Я не оскорблял соседей.
Я четко указал, что я соседей никого не оскорбляю. Но если эти люди, так называемые соседи, говорят ли и пишут грузинскому блогеру, я не знаю, грузинский он, нет, первое предложение пишут, ты забыл упомянуть об актах присяги чеченцев и перечисляет 4 даты, а потом уже говорит, что султан Мирза Окотский был всего лишь владел кабаками лавскими, и у них не было князей. То есть вопрос, в принципе, это пишет блогер из Ингушетии, он должен был свою проблему поднять и оставить чеченцев в покое. Ведь речь вообще не идет об ингушах, речь шла о чеченцах. Ну там, да, он затронул, он мог по своей сказать. Он пошел стукачить, докладывать, что было еще каких-то 4 договора, которые написали чеченцы. Вот о чем речь. И когда ты должен каким-то, как ты их назвать должен? Я их и так норнийцами называю, уже 6 лет. Все знают, что они норнийцы. Башлан, я так скажу. Мы уже взрослый народ, мы уже самостоятельный, уже самодостаточный народ. Нам, в принципе, не надо ни за кем бегать. Это они бегают за нами, чтобы привязкой к нам о себе заявить. Нам не нужно свою историю кому-то доказывать. Мы и сегодня народ государства. Вот пускай придут, посмотрят на нас после 2 войн, как мы выглядим, и пускай посмотрят на самих. Аслан, да, я вот сейчас хочу Аслана как раз таки полностью, вот его слова, народ или у нас государство, это, кстати, в нашей конституции написано, что Чеченская республика является государством, и его поэтому считают... Демократическим государством, если не ошибаюсь. Да. Ну, демократический... Башлан, давай я лучше тебя скажу. Мы вообще состоим в составе Федерации России. Федерация России – это объединение, это союз там народов, государственных образований. И это во-первых. Во-вторых, мы в состав сегодняшней Федерации России, мы единственный народ, который, проведя референдум, вошли в состав этой Федерации России. Потому что в 1991 году, когда Советский Союз развалился, мы, член Ингушетии, была отдельным, суверенитет-принятием субъектом на уровне союзных республик. Но потом там быстро менялись события в политическом плане. И когда из РСФСР Россия, из РСФСР Советской Республики стала сегодняшняя, так скажем, Российская Федерация, это в 1992 году с принятием Конституции в декабре месяце. Чеченский народ в силу разных обстоятельств не участвовал в 1992 году в этом преобразовании РСФСР в Россию. То есть они никто, эти все субъекты, они, которые бывшие, так скажем, республики автономные РСФСР, которые входили, они автоматически остались в этом преобразованном, в Российскую Федерацию государстве, так скажем, субъекты. Мы там не были в этот момент. Да. Мы вошли в состав Федерации России, вот когда Ахмад Хаджи Кадыров сделал референдум в 2001 или 2002 году, я не знаю, помню там. Вот мы единственный народ, который имеет бумагу под названием референдум. То есть мы полноценный, как народ государства, субъект, вошли в союз Федерации, в состав Федерации России. То есть, когда захотим, мы можем без никаких войн организовать референдум, как вон периодически Испании, какие-то баски, кто эти каталонцы, не знаю, они тоже любят референдум проводить. Выйдем из состава Испании или не выйдем. То же самое, у нас, в принципе, все нормально. Но Шотландия и каталонцы не смогли выйти, и шотландцы не смогли. Они не набирают. Там же голоса надо набирать. Да. Не обязательно выходить, Если тебе живется, то ты должен жить. Вот мы тоже, нам не обязательно выходить из состава Федерации России. Мы шикарно живем в составе Федерации России, защищаем интересы своей Федерации России. Мы, по идее, сейчас, когда все дело... Не, пускай говорят, я в России живу. И сегодня Рамзан Кадыров имеет полное право
требуют у Москвы, ну, не требуют, а так. Взять в руки там чеченцев, как третьего народа. Чеченский народ – это третий народ, образующий Федерацию России. И в федерациях обычно вот эта власть, она распределяется по квотированиям, там, от численности народа. По-моему, в Малайзии такая система имеется, там тоже разные племена народа, и там министры, там, депутаты, там, смотря какое количество народ имеет, они им какие-то места дают. Вот сегодня в России русские, потом татары, ну и чеченцы, и третий народ. И чеченцам полагается там 1-2 портфеля в кабинете министров России. Но я думаю, к этому идет сейчас. У нас уже в Москве уже управление, так скажем, уже чеченцы имеются. Все у нас нормально. У нас все хорошо. Да, потихоньку, сразу, как говорится, есть, как говорится в пословице, не сразу Москва строилась. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Что, Дел Маршал. Выстрел, Ибраим, Дел Маршал. Хотя просто берса пошла. Если нас чеченский власти... Свободи секунду. Если Башлам, да, Чечне власти... допустил Мульку, что даст тебе ответ, правда... Ибраим. Так, меня слышно? Мы в эфире? Да, слышно. Вот, очень Хорошо. Хорошо. Если власть Ибраим, слушает... Ибраим, собор делаешь. Ибраим, что конкретно, какой вопрос ты говорил? Даст ответ или что? Так, следующий вопрос. Башлам, Даив сегодня запустил мульку, что даст тебе ответ. Правда? Имя он не написал, и все, и так все ясно, кого он имел в виду. Ну, да, я отвечу на вопрос Магомеду. Я так понял, чтобы вы знали, Дзурзук Чечен – это админ YouTube канала, поэтому он оттуда сразу вопрос отправляет сюда. Сейчас идет трансляция и в YouTube. Так вот, сообщаю, я не прошу его давать ответ или и так далее и тому подобное. Мне скинули ссылки на то, что он прислал. Я ему как контраргумент того, что он прочитал, показал его слабости, то есть он, ссылаясь, опять же, на источники российских документов, указывал там чуть ли про независимость некоторых народов, соседствующих с нами, чуть ли не указывал. Да, там он и всегда оправдывался, говорил, какие-то чеченцы делали, нет. Но третий республики, которые ему доносили, могли ему донести и сказать, вот вчера я 4 часа вел стрим. Он мог зайти, он мог сказать, задать вопросы, мог через Инстаграм связаться. Ему-то бояться нечего было. Он-то живет в независимой Грузии. Он мог сказать, послушай, это неправда. Или сказать там, если у него есть аргументы того, что являются чеченские или вообще северокавказские блогеры, все являются сотрудниками там ФСБ или все книги недостоверные, я ему привел просто аргументацию того, что когда он зачитывает, что такие же книги есть у Карамзина, у Соловьева и у остальных, где они описывают, с какого века и где, как написано, если он найдет из того, что я перечислил, из того, что я сказал, что в этих книгах этого нет, тогда он ответить может. А если нет, то это всего лишь сотрясание воздуха. Я не собираюсь мериться, еще раз повторяю, мериться с кем-то или чем-то. Я его знать не знаю. И, в принципе, ко всему грузинскому народу я тоже высказал свое мнение. И он очередной, как и там злой грузин, остальные, которые делают из этого какой-то пафос. Если ему это нужно, мне это не надо. Я ему сказал, не надо затрагивать наш народ, если мы тебя не трогаем. А что касается чеченской благосферы, из них, извините меня, вот здесь история чеченцев, там дзурзуки чеченцы, я и остальные. Любой человек является блогером, занимается своей историей. Зачем обвинять всех во всем и
и говорить, что вот у них нет достоверных источников. А что является достоверным источником? Что именно? Башлам, Вот. если ты кончил, сосал бы еще. Да, Алыш. Ибраим, вопрос Дело. сразу хайтла. Хала история чуть-чуть. Дело, я в прошлом эфире про это говорил, да, когда ты выпустил пост про остров Чечен и про то, что чеченцы имели проход до Каспийского моря, как он высмеял наш народ, то есть, вот так скажем. Я написал ему комментарий, устроить диспут, то есть опровержение, прям такое сильное опровержение. Я там все скинул, я помню, все доказательства, любые источники. Знаешь, что он сделал? Меня запанил, то есть, представь себе, все сообщения удалили и запанили меня. Если ты меня смотрит, просто пусть люди знают, это двуличный, лицемерный человек, то есть. Вот в грузинском языке есть слово пиджо, да, пацан переводится. Это не пичо, это натуральный пич. Вот так я скажу, да, то есть. Просто чтобы все знали про это. Я вообще вас А не понимаю. народу, я скажу, к грузинскому народу я отношусь уважительно. У меня очень много друзей из Грузин, да, Микрелов, Картвелов, Хивсуров, Пшавы есть у меня знакомые, то есть, да. Прямо очень такие вот доброжелательные люди. Ну, ты в какой-то, ну, фиг пойми, да, то есть, прошу прощения за выражение. Ну, пусть знает, если стаквуи, масала, пусть отзовется три Рисимата. А так, это личная тема. Ну, История. Бабек Сабака, Башлам, Хаттер Лурдерас. Давай. Башлам. Бах Ордурдат, он вот Акахар Болхберна, Делрей Солоша. Оваса, он будет еще отсюда. И главное, бау юкадаста. Хаттер Дусаба. И до так это Муса элегия Сережу отсюда из-за إشينا دودو محمد والشيوي أنا سيرز قاسة أتاح قمل خزم خزة سيرز Gaza. вроде бы والله сунсена ху ордацери что объяснить прям досконально аргументированно с документами со всеми муссу أغورق сунса машина времени яринцик дауанса гайта قوري أنت وتشو مصو أغور دقيت نتساني شادقية مسيتوز حقيقة يقنعش مسيتوز حقيقة يقنعش مسو أغور لبوشون لاش كيبر لستو باخا متى باكنا باتش دين هم داتسا просто и питан латош аж по инахдон. В чем резон баштан хвек хотите вот так вот подумать. В чем резон? Хорошо. Давай смотри, такая ситуация. Что касается Мусы, после этой встречи я не слышал от Мусы ничего. То есть не было как таковой конкретно, если я не ошибаюсь, они разделились. Насколько я знаю, я видел Мусу, он уже в каком-то НСИ, вроде бы называется, Национальный совет Ингушетии. То есть они занимаются чисто своими ингушскими вопросами. И я не видел, чтобы он говорил что-то конкретно после этой встречи негативное в адрес нашего народа. То есть он этим точно, насколько я знаю, не занимается. Я послушал пару его видеороликов, но они чисто свои проблемы ингушские, там, то есть разбираются со своей внутренней кухней, как говорится. Что касается Сережды, который остался и вечно, когда он выступает, не скидывают его ролики, там написано бывает снизу Мехкел. А в этом Мехкеле Идрис Абадиев и Сереждин Султыгов, если я не ошибаюсь. А их выступления последние, они обязательно касаются нашего народа. Я так думаю, у людей просто-напросто клинит, и четко они занимаются хайпожорством. Просто хайп, каждое слово нужно обязательно задеть или сказать что-то, или каким-то образом. Да, абсолютно резон какой, я не знаю, то ли эти люди, хотя я с одной стороны должен был понимать, возможно, какая-то обида, что-то, что в них стоит, это знает только Всевышний Аллах. Но чем они занимаются, или же без имени, там, допустим, Чечни, или же там чеченских каких-то
современных политиков, то ли у них это не катит, то ли им нужно назвать имя Даудова, то ли им нужно назвать имя, допустим, Даудова. Последний раз о Даудове говорил Абадиев, кажется, он там рассказывал, что он у Меликова там третьего, не у Меликова, а в этом, как его, на СКФО. Матовникова, да. Что он сказал у Матовникова, он рассказывал. Сереждин Балдыгдича, он там, когда он затронул в предпоследнем своем ролике, кажется, опять же, вскользь упомянул, там в Чечне есть там свои лидеры, там Рамзан Якырц, но он намекал на него, короче. Но в любом случае, то, что, допустим, вчера мы обсуждали в стриме, этот человек, старейшина, или как правильно, взрослый человек, который Хуштов Магомеда Элирцо, дед Хуштов Магомеда Элирцо, то, что этот человек говорит, высказывает свои какие-то мнения и опасения. Во-первых, я повторяться не хочу, там первая была клевета, вот, Чеченская республика не хочет не воссоединиться, и ни один институт вообще, ни общественников, ни законодательный, исполнительный, ни руководители не говорили, чтобы она распалась, чтобы воссоединились, и вообще дела даже нету. Последнее высказывание я видел в социальных сетях, он сказал, вот когда помнишь, что нет, не знаю, мем вот этот запустили нордийцы, что якобы там Даудов хочет заменить Калиматова. Вот по этому поводу высказался глава Чеченской республики, сказал, эти сплетни оставьте, причем он это сказал, касаясь не только ингушей, он сказал и Дагестана. Оставьте, ингуши нормальные парни, и дагестанцы нормальные парни, но есть определенная кучка, вот, которая занимается вот этим хайпожорством. Оставьте нас спокойно, нам до вас дела нету. А что касается остального восстановления, ну, нужно было посмотреть предыдущее высказывание, где Кадыров Рамзан еще в Галанчорском районе, если я не ошибаюсь, поправьте, если я не прав, он сказал, нам зачем объединяться с ингушами? Нам лучше, это экономически невыгодно. Нам или с Краснодарским краем, или с Ставропольским краем, где есть какие-то экономические показатели, где есть что-то, с ними объединиться с точки зрения экономики, имеется в виду. А если начнут говорить о братстве, ну, мы братьями были, и мы не просили уходить, мы не просили там заниматься, там, говорить, переименуйте, митинги проводить, ингушско-чеченскую автономию и так далее и тому подобное. Поэтому, мне кажется, то ли они хотят привлечь внимание, поскольку никто не обращает внимания, а когда говорят, есть же такие, как я и другие блогеры, которые начинают, стопэ, и это разносится сразу по социальным сетям, они нам это сказали, давайте мы ответим, оле, у них поднимается рейтинг. Я не вижу какого-либо резона больше говорить об этом. Вопрос, они говорят, этот вопрос не будет закрыт. Сейчас Рамзан уйдет, и нормальные чеченцы сами нам отдадут Сунжис, то есть Серноводский, это сейчас у нас, вот эта часть отдадут нам и так далее. Какие нормальные чеченцы? Нормальные чеченцы были еще со времен Джохара Дудаева, эти земли не отдавали. И вам во благо, хоть и что бы плохое не говорили, что бы плохое не клеветали и на руководство, и главу Чеченской республики, такой поддержки, которую сделало нынешнее руководство, не делал ни один из предыдущих руководителей Чечни, потому что это была спорная территория. И как говорит Евкуров, Юнузбек, он сказал, мы ничего не потеряли, мы приобрели 72 тысячи гектар земли. Это абсолютно достоверная информация. Эти территории были спорными. Во времена референдума, когда Ахмад Хаджи ездил в эти места, когда он встретился с Язиком, как раз таки он же поехал не просто так туда. Почему подняли панику ингуши? Потому что Ахмад Хаджи сказал, это спорные территории, и там должны проголосовать за референдум. И если бы в этих селах, то есть Карабулаке, Сунже и остальных там, Чемульга, Аршты, Датых проголосовали бы или в референдуме участвовали бы, тогда бы де юре это была бы территория Чечни, потому что референдум должен проходить на этой территории. И чтобы этого не было, они подняли панику. Я помню это время, и с Язиком встретился еще Ахмад Хаджи, и в этом
в дружеских переговорах, он сказал, хорошо, оставим вопрос до лучших времен, но Асиновка и Серноводская, которые там будет референдум, и они провели, и Асиновка, Серноводская, как полноценная часть нашей Родины, осталась в составе. Вот такая ситуация была. А они упрекали, якобы это была встреча, где Ахмад Хаджи оставил Зязику. Да не оставил он. И это была не официальная встреча, а была просто дружеская, братская встреча. После того, как Ахмад Хаджи тоже не оставлял. Об этом же говорил ныне покойный Духлах Баштаевич. Много раз его ненавидели, его проклинали. Вы забыли в передаче? Он то же самое говорил. Не надо говорить. А сегодня Чекиндес буквально 3 дня тому назад поехал туда и говорит, мы гунядин, благодарны, мы гунядин, не туда-сюда будешь, помилуешь. То есть вот такая ситуация. Один гладит, другой бьет. То есть тот, кто говорит в угоду этим людям, они сразу пишут, брат чеченец. А если ты начинаешь говорить правду, мадейцы, харстик, ты враг, ты свинья, ты толстый, ты лысый, ты армян, ты казак, ты тролль, ты ФСБ. Тела пошла, да, смотрела, Алмики, вот за 6 минут. Я надеюсь, я ответил, Мамад. Тела пошла. Вот что я заметил, пошла, решила, вот просто момент скажу вам. Просто заметьте, вот как вот некоторые провокационные личности, я не говорю про весь народ, ни в коем случае. Просто в Ингушетии есть такие личности, которые прямо плачут и нас ненавидят за Форданку и другие территории, которые мы обменяли, да, по идее. Но я еще не видел ни одного чеченца, который так же плакал со Сунчским Малкопекским, которые так громко кричали, как они, то есть. Просто я это заметил. Это, знаешь, в чем проблема? У нас, как и Аслан упоминал, у нас есть очень такая, знаешь, у нас есть руководство, у нас есть и Мехкел, есть и совет старейшин. Раз старшие решают, многие остальные в основе, хоть и есть и сознание, что они недовольны, не согласны, но они знают, что к чему-то это идет, и дыхник Хердухуша прислушиваются. А нету ничего мужественного или смелого, что ты начинаешь орать, мы не это, мы не то. Не надо оставлять фитну, не надо, я же говорю, когда нету ни одной публикации, где начинают на ковриках, истангах, брелках, часах выставлять фейковые карты, я не выставляю, не говорю, это фейк. Они появляются, я опровергаю. Если их нету фейков. А нету фейков, нету между нами никакой ссоры. Кто создает эти фейки и для чего создает эти фейки? Это вопрос уже тогда начинает. Всю жизнь от Эйвой. С начала 90-х годов от аж до 2018-го. Кемял Адизвой. Башла. Дело от Хария. Начиная с этих митингов, заканчивая или там продолжая с этой ночи Эрдуквы, и он тихюкшил, и нехш, и вючил, бьюхунш, дон, он и голосовой тарих изгаден, цанавосту, нохши комун хумшич. Так, до этого, Идрис Брикинхой, Гаlah, Цакантан, и Качосо, Ингуш Варис, تقعش لما يستخلش إذا هند أليرش صار غلغي بيتر أستعدحه الألير بوخ روش واسم ناس لا توت وثاني دون شون كيقو حتى دو إيشات إيش أنا واستعدي تويزي ثم أغير تقولوا حوشل يعني والله وقت عشو غلا عشو هو И им союз просто нужно доходчиво довести до человека. Я ему объяснил, доводил. Да, вот тем более мы законопослушные граждане. Просто объяснил, то, что так делать нельзя, тем более, если ты живешь в Грозном. Как ты нашел Идрис Перкинхоев, сказал ты, я не расслышал. Да, Идрис Перкинхоев. Идрис?
Да. Все. Короче, هو بخير чуха, саатих юкшнех шелш. Вот если взять все эти записи, где я прямо скажу, они ингуши, это кучка аларх не из сахулик янте. Ой, ладно, чингачку кодон, халага это нохши комат, хумш эльчдона. Мы должны говорить то, что он кучка или там отдельная личность, или он ингуш, что он. ناخد شوية جرلاح تاقن بوخ سارة مدوتي ويهون تقولش تو غلغة شوية نوعنا ويأسكرب له دوال وتغلغش ويأسكرب له تاش مسيت فيديو يو صوتنمي فيديو شو قلص ويشو دون ويتعتربيل سنة 10 سنة يجون يجري دون سون هنز ندان مومنتين محمد اسمه الله خمبي محمد اسمه الله دون محمد ما شوف سنة ثم الله إم سان دحلا إيش سوتوا تحتيب تردون وقت شيء ما درديتي وين نو وهم ديش داتسوي وين مالشين دون ترابش كوير دوك داتسون وبشي هم أولش داتسوي هور دين ألشن دون تقوش كويك شو هور دين ألشن تقوش أسكربلين شو دون ديل دو عبق مدو هورنيك والله بوس هورنيك دون примерно زورزوكي чачу сам языч والله чё языч дон милуха он связи воле أسخط سون примерно حاجة هوندي أزنيرة شو شار إيه أزنير ها ديكدو تخيل شار إيه هوندي أزنير هوند شو شار يازن دير ما يازني تخيل شار هذا وانا تسا источник ما تسمي ألشة تون أبدي وتسويسون بزرتانا وتسويسون سولتيجا وتسويسون بيتشوت سوشين تسويس بوش إيش до бесконечности дают что рукдон это есть мой приоритет. Неужели, Дон, в 2020 году мы будем также тут сидеть, Дон, и это обсуждать? 2024, не втором. Отвечу на твой вопрос. Я не знаю. Я думаю, что, знаете, как мне пишут многие военнохисты и адвокаты. Я скажу так. Они говорят, если мы перестанем, все закончится. Конечно, такой метод, может быть, он и эффективный. Может быть, оставить, пускай говорят, отдетающиеся. Но от этого ни фейки, ни лживые карты не уменьшатся. И я просто переживаю, за что. Терпил, что Алла Царьецун, собора, да, чего дигдейсна, доиза, есть на то, и есть определенные, на то и другое определенные нюансы. На сегодняшний день я не могу, и я никогда никому не говорю, чтобы кто-либо делал. Нельзя заниматься межнациональной рознью. Это раз. А это то, что вы говорите, конкретно межнациональная рознь. Этого нельзя применять. А то, что есть какие-то представители, которые занимаются фейтной, они есть. Если мы говорим такие вещи, мы должны, почему мы говорим, называем лжецов, не называем нас. Если мы говорим конкретно о каких-то людях, мы не называем национальности, потому что нация ни при чем. Да, в этой нации может быть много людей, которые пишут о нас плохо. Но такие люди есть. Это старый чувак, когда он обращается до Матвиенко и Милюидон, Расшинца, обращение чем Бог, 300 тысяч ногчего Бог, а Кетчуалдон. Чеченцы хотят отделиться от вас, Бог. Док питан де шук, дон старый уахен. Сумму оловых чеченцы. Уде. Ну, вот Мухаммад, валикум салам. В этом-то и мы отличаемся, то, что Мадеева. Им ضربت قيل كيخ كاشتنا هيرش كيخ تاعتني تو شو حقيت لا تاس كيخ تاع شيت قويتو كيك تاعنا تسوت يا ايش ساعه وبوشن تو يازبن كيخ دوشن اس مسيتن ده هايتنا ان وقتي إرخبورخ أحسن توانسر يا شعير بوش بات سيت يا حقدو توي يوروبيان إيش حقو تو إسكيرت يا إيش يا حقين تلتون جما قلدر ليرسال هيريشي كيرت ناخل داخل تندير هنت هو ناخشي شعب ناخشنا تو شو يوروبيا قبعة زيرو تختار ديرو على إيش شلو يوتولي واشيك تار هدير هم ناخل داخل فيديو دعايقن شيء كانال دير
تعكيت يا تعاخوتنا председатель бог شيء بلانك إشتي شابك إشتي شيء تقوات شيء سويت تيبي يقعوات بيخل ساريس تقول يا عبوت بالي أرتيوم بلاتوبي أنشين تون ميدل شوكشنا تون غاغعيد تون ولا أخي عشويس يسكران شو عقوشوانيس تو شو عويس توشويس يقول يا ح فيديو يا أخينا تكست دوتون ديلا بوقار ديلا تكست يشوي ويتبع توهنا عقول بيرنا خل ديلا هنسا إشتغل على يوروبي رأي جو شلو اللي واش قارني الخميس يتعب فلونيكس حقول وش كده هنسا يتعتبل شارول في احنا هذا البزر تاعنا وقيوك شين تسويز ولا وزرون تعمتان تقول قال بيت تحتان مسانا ويش خير موونيس تير مسيري ووتشي شيق مخيروونيس وقول حالك تسويز بوتشير هنسا سولتي قبسيرش جينش باخشاش قد ترتلنير بزر تاعنا ويبواخ كيرشت إيربيان هما داتون ورا دي إبز داخل وحتين شين خوب شعد يوحونا يرمولا بي زدري يوحونا أخشي خلية شاش قام دلي هوخ تريتوري حين برياما إكران إير تكست حلالتين بلاسبي حلالتين هنشي أجكيش خلشين تقاس لناخن تقاس ماشو يس إكران إير تكست حيو يشويس Тут я язин Карблаки проживает на территории Малой Чечни, на чеченской земле. И абзац целый пропустить не аюшуис. Тун инзер духдуиш, а с халах лил юриш оуши, а чин сквардай на адветин асис. С богу ца лил ваштига энцвейна ца терпилш халай воды алхета и иш дачун. Иш хохчуабл цасбл чан хаха. Иш цанах ах чалуш. Цанах ах чдюташ. Цан гостинич лоч. تان بيحون تاكسي ايربورت ابراتنا سبروجدات باش اش غالي يقبلش يحون تان اولي غرزدان كيتمنت خواتواش موسكوا تان اولي تشوب خواتواش اش اخشالوش سير حكمش بوچا سير بزنس مش بوچا ديواش بوشنش وين ما частный ليش ياتشنش اتي حياتشن انسان احسن اعديت كودو الخيوتي وتشاول محمدين خزي يغلسوش إذا شاش Грузия хвалинил и центр один грузинский общественный ингушский центр юи, то основная задача Мухаммад Хуюбарцу панкиси нахчит эбагит юбах шех дет экачхена. Кето, лойга он хазма хазили Мухаммад хазили, асин запись. Вот. Шейбал бяш бушунеш. Ша любой министр МВД, министр юстиции без проблем чует барицу Грузии махка. Бар, айош маиш. Это интересный момент, але вот это цепочка он это на панкисе элерк. А башла солож он чена حقيرة момент и панкисе. Короче, تيجا так دوشن. دو شوية أول شو نوخش شو короче تا مول وقتن панкисе борса. يوق خايبة إيقان. момент ترك تيجا постыщие типа продажные мула туда-сюда был, что он Европе больше это что должен. Да. Вот и нормально цун яхайтнаг и мулук цун яхайтнаг милуя алхиет шун командак. Это те времена, это те времена. Алсыч, давайте одно для себя учтем. Я не люблю вот эти великие политические заговоры, но я хочу сказать одно, чтобы следующее у нас там зачитать, что вопрос хаттер дала, я скажу одно. Панкейся ашло кистинч, ночи бу, 200 лет сега ашло и шубяхбу. Они максимально, наоборот, лояльно хилгайч, ночиш, рогашнюк и башт багаш лишь все время. Потому что именно первый раз и злой изя кървәнага именно панкейсер нохчибу тәрба бана хуй хара ла сатавинере хондаш барт хлет хасте шен шадик гуч дер шатун хаахшло ху шақидик ду ху шадик ху ша ақ ина хал садақ шойну қир барт бухан қуш максимально шек душтега барт табу багаш лиш буш Дерас нахал вакон тун хисти хари $5 Игорь Кулумбетовой, Дмитрий Кулумбетовой из Милу, из Злой Грузин волшвал, это кударца, Дадел, Руслан Богатырев ухон, лидер диаспоры Ингушей Тбилиси, оснахал вакон, собакар ухон, и ватс Аллаху, что Аллах душ аязи чар, и ухтун $5, Дадел, полностью Валбер.
Сон и ум, что цара бодыгдыш, я больше по истории, у меня мое направление, и он сон цара. Но я вообще к чему говорю? Не, история яйцер, то мадати, вайми, тысячи лет яйцер моей башла, вай хет мадизи, цум цапай да, бахтунзи, пойди андек дустадиш, тин цахум да мадизи, вай история яйцер, мацай, вай история применять яш, вай я не про это говорю. Ты сейчас немного не об этом. Я говорю, мой профиль в основе своей не столько живые люди, которые есть, и соприкосновение с историей. Вопрос в том, что это делается, для чего делается, и что вы узнаете, кто что есть. Это полезная информация. Полезная информация в том плане, никто же не скрывает. Здесь сейчас идет прямой эфир в Ютубе, сейчас идет прямой эфир в Телеграме. Я это все понимаю. Мы сейчас как-то, чтобы далеко не уйти, кто бы этот человек не делал, что бы эти люди не делали, я знаю одно. Никто не просил их не трогать, не говорить ни о панкийских чеченцах, ни о нас здесь проживающих. Они могут же выстраивать свою республику, свою государственность, поддерживать договор экономический, любой юридический. Пускай это делают, но можно же это делать, не затрагивая нас. Вообще. Если исторически... Не, башла, миг, ой, худирду, вахахойшин, Иракли, Кардава, Мингрел, вахахи, закрытый чачуа, ахала мадюагатяк. Ой, ху петиндина, ху динат, панкися ашбол нохчи, лахки биес, чубуахки биес, яхко биес, я их терпеть не могу, бож. Ищи утир халхвяхкин, сартин, кстати, шей харжах Америки, равига, قيش والخو تشنتي ثاني عشبوني تنوجه شيء تاع بيزنس كوبي بردا افتو بوش قيت عش ثاني ميل وليل تكريتي تاخ ايوتير قويشن تو يباخ بوش حالك واحد تاخ وين دحول тогда этим должны заниматься грузинские власти, потому что кто бы что ни говорил, такого высокого уровня и уважения, как панкийским, грубо говоря, кистинцам, нохчийцам, которые проживают там, чтобы сам президент приехал и лично наградил посмертно одного из знатных людей Грузии, Хасу Хангашвили, мало кто может этим гордиться. Я не про это говорю. Для этого должны специальные власти заинтересоваться. Так, я думаю, что у них спецслужбы работают на это, и они, может быть, прекрасно знают. Но это как бы отрасль. И я, честно сказать, нам важно знать, что есть такие вещи, которые плетут заговоры против нас и нашего народа. Нам важно знать. Я не говорю, что это не нужно знать. Это нужно знать. Но мы все-таки здесь говорим о тех проблемах, которые реально существуют. И если эти люди заинтересованы в том, чтобы все время то им панкийские чеченцы мешают, то им иорданские чеченцы мешают, то им чеченцы во главе Чеченской Республики мешают. Да когда-нибудь это должно надоесть. Занимайтесь своей работой. Ажа, башла. Сайхан цақаваш. Это то бюк, лулхуа югиржи, ويجري ذو فوشي تخلش ميجر ذات شو شوص شيء ازرو تجو الصيخان تقواش شو عمل والكلمة يعني يقع جري ما تستجو خايم شوص شيء ازرو вяз шесть 92 грузинов среди 42 тысяч. И мухетон. Да уж, это показатель, конечно. Сайхан Коатяш, Масик Дедахтин, хочешь Багарбеш. Скриншош, грузинский Цаньяха Яхич, грузинский президент Цигиу Эйлер Каб Башлам. Номер Барк, Ираклис Барк, Донша, власти, ще депутат Бара, Барта, Эйдал Хайр, Цуцига, Сергей Виструша, это просто так не оставлю Бош, а надо Цуцига. وإيراك بيوخ شيشوت أمريكي بيك شيشوت بيزنس يقويبيتين شيتي ماشيين شبيرجنات يبوش يوحن ويلول خواش كرايات ريل وشوق كرايات شو صار سيجل بيش قميلاش إنه شو على محمدين سكرينشكين شون أوديوش خز شون قيك خز شون قيك وين بداتي حش لرياشين وين ما خاير وشو الباطبة شو تيتسندو هو شو أتصو أصنع خدونا شاش برام حبوخ
Мы верны присяге своих предков 1810 года. А присяга 1810 года, чей пункт считает, карбулаки, тире, чеченцы являются нашими врагами, муж. Мы будем ханадыны, мнаны, муж. То есть, он том был шум дует, он том был дакихан с присяги, да. Ахтан и присяги, сейчас последний верный бог, полнах. То есть, мы должны понимать, что они находятся в состоянии войны с нами. Так, мострый, мабуш, он модерн, он царь, ваш модерн. Там, я надеюсь, ладно, это мы оставим, имеется в виду... Давайте вырезать, давайте все-таки от каких-то гипотетических вещей избавимся. Это حلدو خشيلا تليجرام شو يوتيوب شو يلا أنا ديش وعيدل ديون دخوش دري ساتسي مسلش ديون قوما بقدع ينخريش دقاش خلاص وعيدل يساعدكم دوقش رمزان ديون سا города создавать, как бы, города спутники, так скажем, Золотое кольцо вокруг Грозного. Дальше. И Грозный, Йохкельч, Техдух Йохкельч, я думаю, это нехорошо. Дальше. А мегаполисы, я считаю, для кавказцев, ну, для нашего народа, тем более, они противопоказаны. Дальше. Йох города, национальная идентичность, йовот, коми, йохсибат, тума, милу, дик махулевает, отцомш, ладал, соблюдать, моральный и так далее. И города, школьч, мацатует, города, градообразующие, предприятия, организации, школы, школот каждый города, чтобы рабочие места были и так далее. И действительно, вот сказала, вот сказала, это ваид, что Министерство образования Тахачичи, Дикхедар из Сирноводской сельскохозяйственным техникум, и Советский Союз, истории, он Хазиохца, всесоюзный техникум, наверное, колледж называется. Вот можно было на базе вот этого техникума колледжа, Свердловского сельскохозяйственного техникума, сделать филиал и Московской сельскохозяйственную академию, там как-то миллиончиков, что как это называется. Одним словом, МГУ, Муйна, Грозный филиал. Наподобие есть там Московской сельскохозяйственной академии, филиал, еще Свердловский техникум, да. Так, во-первых, там и другие деньги пойдут туда, да, Тимирязевская имеешь в виду? Да, Тимирязевская. Я знаю, там у них есть филиалы, в Ярославле есть филиал, Тимирязевской, Костроме есть. Вот можно было в Грозном сделать филиал вот этого сельскохозяйственного. В Грозном, а Свердловском, ты хочешь сказать? Свердловск, на базе Свердловского техникума. Ну, так, во-первых, статус университета, там другие деньги туда пойдут, там они будут строить, там новые учебные корпуса, общежития и так далее, так, это рабочие места, так, это нацвара моей, так, Ачхай Мартан, Урус Мартан, Северноводский, Натеричный район, так, Дихар, Вежери, Ворствой, Галай, Пседах, Махкой, и мало Чечня, Цигри, студенч. Дик проект Херера, Хетсон, из твоей министерства. С одной стороны, я понимаю, это отличная идея, но с другой стороны, ты сейчас так тихо, молча меня решил, что ли, поставить? Ты говоришь, очень меня, айдолы тахает, ты, по-твоему, по-твоему, я что, ретранслятор государственный? Не, Эдол же мониторит, я надеюсь. Ну, я не знаю, мониторит они или нет, но так четко, грамотно меня никто не подставлял. Я не могу вас понять. Нет, продумано стать новой на самом деле. Нет, шун, وينوخشي республика. Не, на самом деле Цурсукидия не спах. Вот дело не спах, это дело не свой.
الله فرвойло на самом деле. Он очень правильно слова говорит. Зурдуки одеваться, но я кырик вороны. Зурдуки Не, войн вообще объяснять догадываться عن عرض. Не, сейчас я не про это говорю. грузин, да и хуют, я знать его не знаю. грузинش وين прислали هلا его كويت расспросить. وعطاين عبيش بوك грузинش دغنيت بينك وين دي عندك تشن بيكش بينك وين грузинش شو هي Ладно, Ибраим, хаху хаттер хадайт кальшо, шо шавик саад ама гулаш, Ибраим цахаттер ду элема. Даю шуё, я цадайтин ба, цахитер. Есть там вопросы в Ютубе? И когда когда мы открываем площадку, вот сейчас Шунхэ Штухабе, здесь есть люди, которые мои знакомы, по крайней мере, в плане того, что они всегда активно участвуют у нас в эфирах, бывают, хотя лично я с ними ни с кем, ни с одним из них не знаком, но когда вас просят, не именно тех, кто здесь, когда просят во время эфира, когда горячо, когда самое нужное спросить, надо спрашивать, а не ждать там, пока пройдет 2-3 дня, и потом уже аж ваш барится. Вот прямо, когда прямой эфир идет, что вы имеете в виду конкретно? Что касается Тимирязевки, сделать здесь филиал в Серноводском, по Золотому кольцу, мы еще года 2 тому назад говорили, была такая информация, не знаю, насколько достоверно, нет, что вот это реально не Золотое кольцо, но города, именно Серноводск, Наур, и вот так вокруг города из тех сел или районов будут максимально, вот уже Ачхой-Мартан город, Ачхой-Мартан уже строятся и высотки, строятся и все остальное. Помните, поднимали панику по этому поводу норнийцы, говорили, если они город сделают, они будут расширяться, опять перейдут к нам и так далее. Но несмотря на это, Ачхой-Мартан город, думаю, следующий будет и Серноводск, и Наур. Я думаю, что на нашей галерке будут потихоньку появляться города. В связи с этим урбанизация в таком масштабе, о котором мы говорим, что только в городе Грозном все будут, это все-таки, конечно, имеет свои пагубные влияния. Имеется в виду все, чтобы приехали в центр, а галерки наши оголить, это неправильно. И с точки зрения экономики неправильно, с точки зрения некоторых, тот, кто какие-то взгляды имеет все-таки на эти пограничные земли, чтобы у них отбить это желание, нужно строить, развиваться и максимально устраивать учебные заведения, расширять города, строить инфраструктуру, и это только позитивно будет влиять непосредственно. И еще я хочу сказать, что на самом деле из подписчиков моих, самые активные мои подписчики, кто бы что ни говорил, самые достойные и самые, имеется в виду самые почему. Вот те подписчики, которые живут в Ачхой-Мартане, Урус-Мартане, Серноводске, вот с этих мест все очень активно всю информацию предоставили, активно пишут. Из Ауха. Я тоже родом из Урус-Мартана. Я тоже родом из Урус-Мартана, можно Ухусу. Урус-Мартан, вообще гуляю. Я к чему это говорю? То, что на самом деле... Я тоже урус. На самом деле наша молодежь подрастает. Самый активный, слышишь? Башлам, можно пару слов? Давайте лучше перебивать собор. Ехар дальше. Сам году летин, что дальше дуючула. Я сейчас закончу. Я имею в виду, что самое важное, то, что я хотел подчеркнуть, почему я это говорил. Все эти люди, молодежь, особенно молодежь, подрастающие и взрослые люди, начиная из горной части Акинцев, Лам-Ахке, Цигер-Дуинда, и вот по этим Ирвай, Мелхи, Уарствай, все очень на связи, предоставляют информацию, рассказывают наш полевой материал. То есть
западная часть и восточная часть активно работают, на самом деле. Немножко посложнее ситуация с нашим Наурским районом, потому что оттуда тоже, конечно, есть подписчики, которые активно себя проявляют, но все-таки я думаю, что у нас не потерянное будущее, потому что подрастающее поколение очень сильно интересуется и делится тем, что у нас есть, и какие проблемы есть. Хотя, как ни странно, они не говорят, они меньше всего говорят об этих адвокатских вещах и войнахистских вещах. Почему? Потому что они на себе испытали и знают всю реальность картины. И многие, которые вот задал тогда, который задал вопрос, для чего это делать, они еще с тех пор отвечают, и почему это было, и как это было. Поэтому давно пора снять розовые очки. Да, мы должны заниматься в первую очередь своей родиной, благоустройством, расширением, экономические взгляды. Терпилой быть никто не просит, но не нужно говорить еще и то, чтобы переносить всю картину на какие-то национальности. Все-таки давайте работать индивидуально. Если человек паршивый, нужно говорить, вот этот человек паршивый. Есть достойный. Это обязательно нужно отмечать, потому что, ну, я помню еще года 3 тому назад одна из девушек с Ингушетии мне сказала, когда я выставил ролик, он опять, это было, вспомнил, что за ролик. Это ролик был, где академик, председатель Академии Бузуртанова, сам Руслан, говорил, что чеченцы должны благодарить Ермолова. На самом деле он их не уничтожал, а им строил мечети. Так он говорил в этом ролике. На что, само собой, я показал, что это фейк, рассмеялся. Она говорит, не судите нас по нему. И говорит, этот человек конкретно больной, имеет свою справку, что он больной и так далее и тому подобное. Я к чему это говорю? К тому, что на самом деле некоторые люди прекрасно знают, что Цубийцек пал бы хацом. Но из-за какой-то своей патологической ненависти или зависти, или, я не знаю, какие-то, может, проблемы у них были, они начинают его поддерживать, и это маниакальной ненавистью начинает раздувать. Но мне интересно, заключая, хочу сказать один момент. Мне интересно не это, мне интересно, вы знаете, я возвращаюсь к той конкретной проблеме, которая есть у нас. Мне интересно другое, ведь написать ошибочные матершинные какие-то комментарии – это вообще фигня. То есть я знаю, что эти люди недостойны даже обсуждения. Но меня поражает те люди, которые четко, грамотно, как в университетских лучших традициях, с университета, с академии. То есть я бы сказал даже так, если бы знал этих людей, что они все работают на каких-то государственных должностях хороших, шикарных, или они сотрудники какого-то НИИ, или они сотрудники, там, я не знаю, чего-либо, четко пишут тексты, где упрекают, оскорбляют максимально наш народ. И эти тексты, комментарии, когда ты читаешь, ты понимаешь, что против тебя сидит не человек-неуч, не человек, который там, знаешь, безграмотный и так далее. И это пропаганда конкретно проплачена, и тот человек, который тебе пишет, далеко не глупый и далеко не новенький в этой системе. И он этим занимается давно, просто-напросто время от времени меняет аватарки, меняет никнеймы для того, чтобы выглядеть другим, иным кем. Вот тут у меня немножко возникает такой диссонанс, и я не могу понять, неужели и образованные люди есть, имеется в виду, вот занимаются тем, что ставят мину замедленного механизма между достойными братьями. Вот этого я не могу понять. Ты же образован, ты наоборот должен максимально сделать так, чтобы братья между собой не ссорились. Я про достойных говорю, еще раз, не забывайте. Без разницы, достойный это кумык, достойный это там, сюли, достойный это другой, третий, десятый. Разницы нету. Это, между прочим, многие об этом не говорят, но над этим стоит задуматься. Ведь пишут-то тексты, такие тексты, тем более.
ищут книги, вырезают с контекста или все остальное. Это, я вам скажу, непростые люди делают. Над этим тоже стоит задуматься, и к чему они это хотят вести, для чего они разжигают это. Это вопрос не ко мне, конечно же, это вопрос тем адвокатам, которые вечно меня упрекают, ой, а ты чань. Вот это вечно подставим правую щеку, подставим левую щеку, она не устраивает. И с 2018 года мы уже увидели, что никто не будет это, как бы с этим соглашаться. Если хотят прийти к какому-то мирному решению вот этой проблемы, я вижу только одно. Это, отвечая Окстаге и всем остальным. Наверное, это закончится из социальных сетей и такого большого масштаба, когда перестанут существовать социальные сети. Но даже в этом случае я вам даю голову на отсечение, потому что когда не было социальных сетей, мы знаем вот эти материалы, которые и я рассказывал, другие рассказывали. 60-е годы, 70-е годы, 80-е годы, подпольные кружки, вот эти разговоры, обходы по дворам, точнее, пограничным селам, говорить, записывайтесь этим, называйте себя такими и все остальное. Это я не знаю, я честно сказать, порой мне задают вопросы, ой, да не дуйтесь, на самом деле, ой, дуйтесь, почему мы... И тут я согласен полностью с Хасаном Бакаевым. Мы всегда их считали братьями, мы считаем их братьями, но на ментальном уровне люди, которые пишут вот эти грамотные посты, или люди, которые целенаправленно занимаются доносительством на нас или подстрекательством на нас, я не знаю, к чему они ведут и что. И на самом-то деле я проверял, смотрел, они за счет этого не богатеют. То есть там нету, чтобы им какой-то меценат заплатил бабло, там, 2-3 миллиона, вот, дальше поши, делай все на зло. Такого нет. Или у них, я не знаю, с чем это заложено и почему они это делают. Я бы хотел просто-напросто по этой встрече 5-часовой, когда Муса там им в лицо говорили, вот аргументированные факты, и не было там, пытались, опять же, даже у него на встрече пытались рассказать какие-то сказки, байки, но они сразу же были уничтожены контраргументами, потому что все документы, вы видели, на столе стояла целая кипа документов по каждому вопросу, по каждой карте. То же самое было при встрече с Мусой Зурабовым. Муса Зурабов приехал, там говорил, ему все сказали, если у тебя есть доказательства, мы готовы, мы отказываемся. Все, адицинчик, бахша. Он уезжает и через день показывает, какая там дикая дивизия или кто там он. Трясет этой же поддельной фейковой картой и говорит, вот эти земли были наши. Но эта карта фейк, об этом его давно уже разоблачили и осетины, и остальные. Это карта, которую обвели контур якобы бывшей Ингушетии, он не соответствует действительности. Потому что внутри этой карты вы увидите светлое, это казачий округ. А вот это красное, это Ингушевский округ. Там совсем другая картина. И начинают мне говорить, нет, вот Ингушевский округ, вот мы против казаков выступали и боролись за свой Сунжинский район. Да, боролись, но Сунжинский район доходил до Владикавказа. Прошу не путать, от Владикавказа доходил чуть ли не до Петропавловки и Грозненского района, то есть там, где проживали все эти казаки гребенские, а это Полосица, между Полосица, и Петропавловка, Чуртой, и Грозная крепость, и остальные, Фельдмаршевская, Законюртовская, они все входили в состав, но это не обозначает, что мы сегодня должны до самого Грозного отдавать эти земли. Это глупость. Берут эти карту и машут, и говорят, взрослый человек приехал, поговорили, решили, он уезжает и делает то же самое. Я вот, честно сказать, я не пойму, то ли им так выгодно, потому что они на протяжении стольких лет говорили, и сегодня оказаться, как говорится, неправильными, наверное, это не устраивает. Но я, бяхмобила жду птицам, цаум душен, единственное, вежри. Я прошу вот эти воинственные высказывания, мы там чепушилы, мы там чанкары, мы там другие, вы прекрасно знаете наше состояние, кто нам это может говорить. Если какой-то левый ХЧЛ, который не показывает ни никнейм, ничего, говорит, я вам могу привести 4-5 примеров, когда привели на ГТРК, там, в Грозненском канале привели, он говорил, меня взломали, меня бес попутал, меня черт попутал. Вы эти
все помните, даже соседних регионов я говорю. Мадыцишиш обо всех нас это сделал, нас то. Нам ничего никто не делал. Есть люди, которые занимаются провокациями, если они занимаются. Если они не будут заниматься провокациями, Аллахи, ни в одном нашем эфире мы будем рассказывать такие четкие вещи. Ну, допустим, сегодня достоверно известно, что в Чеченской Республике есть подтвержденные документы. Есть гора, которая называется Кист-Кварт, Кистинг, гора Кистов. У нас на нашей территории Нохчичуа есть это. Ни один человек об этом не говорит. Не река Кистинка, а гора Кистинцев. С таким названием. Много ли могут сегодня сказать, мы это знали? По крайней мере, я не видел ни одной публикации. Это как раз-таки великолепная новость и тем, чем мы должны заниматься. Почему это для истории важно? Точно так же Бакар нашел там Чечкварт, допустим, опять же, которые находятся, эти названия, не только у нас, но и в соседнем регионе, где нас ненавидят, грубо говоря, не все, но некоторые норнийцы. Таких моментов очень много, и они очень важны для нашей истории. Опять же, ни один человек, вот мне зашел Ингиноевский Алвархов, спрашивал про документ. Я про это не забыл, то, что написал Ташухаджи Саисанский, который написал, я из народа кумыков, из Тайпацуантру. Это завещание его. Это его завещание. То есть листок на завещание. Его мне отправили сами кумыки. И они говорят, он сказал, что я кумыкского народа, но из Тайпацуантру. Но Цуантру не были никогда кумыками. Значит, это обозначает, что он вырос среди кумыков и благодарный за то, что он был среди них, а сам он Тайпа или Цуантру, или Дышни. Но Боб Хадж все говорят, что был Дышни. Ну, или Дышни Ула, Цуантру Ула, обе эти Тайпы Нохчи. Но есть люди, которые сегодня с пеной у рта, опять же, наши люди, которые не вачон и гунки ушу. Гунду и гунки, да, казмавали. Мач, да дайскуш, далуш буашвиша, иеша. Такие одиозные личности, легендарные личности, которые за собой без малого Ташухаджи Саисанский считается имамом Чечни, чтобы вы знали. Имамом Чечни его считали в свое время, потому что за ним шли все чеченцы и большие чеченские тейпы, особенно вся восточная часть Чечни, именно за Ташухаджи Саисанский. И доходил он со своими проповедями вплоть до Адыгеи. А ой, здесь это Каюмаяснивой, да, остров Чечен, да, ой, Кумыкские равнины, да, ой, Кык, да, ой, Малая Чечня тоже оккупирована. Малая Чечня оккупирована с осени 92 года. Хотя мы в историческом плане справедливость же должны поддерживать. Ладно, в политическом мы не можем. Ладно, для этого есть власть и все остальное. Но в истории-то, хоть правду мы говорить имеем право. Мы должны говорить право. Вот о чем я говорю. Бяхмобил духдейцен. Милошу вистрелгач, что на это заур вармяться. Заур. Ховисхунча чо диардарсы. Хай топор войны дуй. Да, я истории направлены его. исторический момент. Нет, согласен, вот кто-то говорил по поводу вот там Свердловской открыть там филиал вот этого. Да. Это, вот такие вещи, на самом деле, этому надо уделять очень правильную вещь сказал. Настолько правильную, что это действительно как-то, ну, если еще не обратили внимание, то обязательно должны обратить. Это стратегический проект. А почему? Ну, кто жил или учился в Москве, те все знают, что такое Тимирязевка. Даже помимо того, что это главное, ну ты знаешь, Башлан, помимо того, что это главный сельскохозяйственный вуз страны, плюс еще вот Люрзамна, общаги, Нохчи, которые в общаге жили, с ним в комнате еще 4, 5, 6 человек жили, ну, Балметки, у кого жилья не было там, знаешь. И гумшуа, могут, мял лояльно бар, Нохчи. Ни ректоры, ни проректоры, никто слова не говорил. Оттуда Нохчи никогда не выселяли. Что лояльно, борюсь, что лотерта. И как бы они все, кто там учился, просто в восторге были. С Нохчи пусть, отношение к нему, вот это все.
ну, как-то исторически, наверное, сложилось, там очень много ногтей, известно, учились все наши агрономы, Шавик, Штигат, Яшина, Буевич. И это на самом деле очень такая важная вещь. Это не только какие-то знания, да, мы сами можем там собрать каких-то своих там или там региональный уровень какой-то. А это гораздо больше уровень. Тимирязевка, он правильно говорит, что сказал именно Тимирязевка, Эльч. Это доступ не только к знаниям, это доступ к огромным базам. Именно у них есть, вплоть даже касательно истории, вот с Тимирязевкой, я знаю точно, что у них есть архивы, потому что все сельхозугодия, все эти поля, леса, Мастума, кому какой республике принадлежит в разных годах, в разные периоды, вот это все, даже это у них есть реестр, вот земель, ну, это огромная база, не только учебная, но плюс еще огромная архивная база. Это на самом деле Золотая кладезь бая. Да, я тебе говорю, даже вот в твоей работе, вот для историков, работа просто как по мгновению, там, знаешь, как по взмаху волшебной палочки получили бы в руки такие инструменты, даже историки, потому что у них есть все карты самых старых времен, все лесные угодья, сельскохозяйственные поля, где, что, какой республике принадлежало, по годам, по переписи. У тебя есть, Заур, там кто-нибудь? У меня есть там... Доступ есть? У меня есть преподаватель, ну, как бы доступа нету. Я почему говорю, ты по картам сказал, это меня сразу зажгло, если есть. Я знаю точно, что есть у них. Ну, это архив, смотришь, там с улицы человека закрытый? Не пустят. Закрытый? Не то, чтобы... Нет, он не закрытый. Это не секретные какие-то архивы. Это просто архивы Тимирязевской академии. Это сельскохозяйственное мое есть, там доступа я секретности понял, там нету. Просто... Это, Заур, у меня сразу к тебе такое братское поручение, если есть возможность, если там кто-нибудь учится, постарайся, если у них есть доступ, узнать вот карты 17 века, именно подземельные карты Хельче-Мекшдоныш, начиная там, какой первый период они зафиксировали. Я думаю, что с Ивана Грозного у них должны быть, потому что вот первое как бы проникновение вот с этого периода. Постарайся, если у них есть земли, особенно нам важны Центрального Кавказа, вот Северо-Кавказского, центральную, вот, имеется в виду наша часть, узнать, если есть карты, нам бы их увидеть и опубликовать, это очень важно, хотя бы поземельные, чтобы мы знали. Это, как говорится, сразу за свое схватиться Мадояс. Это я знаю точно, что у них это есть. Просто вот я сейчас, подумаю, и дайте волю тебе, что он сайна балдик, вот, одна голова буду хорошо, иметь, да, вот Сканти Хайлер Сахашон, кто это вот озвучил, вот это, он сказал на самом деле очень правильную вещь. Это иметь филиал такой в республике, это просто, это золото, это, понимаешь, это совсем другой масштаб знаний, совсем другая там теория, совсем другие возможности. Да, без спора нам сельскохозяйственники, конечно, нужны. Никаких споров. Да, нам нужны леса восстанавливать, нам нужны семена, это все, это Тимирязев. Так, подожди, пока я не забыл. Там были претензии ко мне, я хочу, чтобы вы не претензии, а больше подсказка, или, видать, не поняли вчера. Высказывание о Бейбулате Таймиеве. Я высказывал ответ, опять же, это был ответ, повторяться не буду, этого никнейму. Там говорилось о том, что он якобы перешел, и мне сказали, он не перешел, не перебежчиком был, что у нас культурно это неправильно, что с точки зрения, послушайте, уважаемые друзья, я констатировал, цитировал слова того, кто сказал. Бейбулат Таймиев, военный политический лидер начала 19 века, особенно во времена Ермолова, поэтому я прошу вас не путать. Никто ни в коем случае значимость такого одиозного и харизматичного
представителей национального героя чеченской Нохчи народа, как Бейбулата Таймиева, никто не принижает. Я это говорил еще начиная с 18-19 года и рассказывал, что тактика Бейбулата Таймиева четко описана у многих. И когда ему нужно было узнать, когда нужно было, он, спросив разрешения, повторюсь еще раз, у нашего Мехкела, что там была тема, вы знаете, мы это опубликовали, что были наняты его кровники, им обещали 300 золотых рублей и 2 коня. Эти кровники нашли путь передать. Само собой, они, во-первых, сказали, что подумают, ушли, и донесли это через кого-то, передали Бейбулату Таймиеву, что война прекратится, и что им такое обещали вознаграждение. Бейбулат Таймиев, вы знаете, да, это описанный, это исторический факт, пошел навстречу, закутавшись, поскольку они его в лицо не видели, пошел навстречу, и там описывается, как был разговор с Бейбулатом Таймиевым, Ермолова и так далее и тому подобное. То есть он совершал такие безумные вещи. Он совершал не просто так их, во благо того, чтобы остановить войну. Времена Ермолова, они были намного худше, чем вы думаете. При Борятинском, при всех остальных. Это был худший кошмар, который можно было только наблюдать. Потому что за убийство, вы тоже видели исторические документы, за убийство Лисяневича и Грекова, как он говорил, что должны быть, что они поступили халатно, что должны быть сожжены такие-то села за то, что они такое сделали чеченцы. То есть это не те времена, как мы думаем, даже во время имама Шамиля. Это совсем другое. Это как раз-таки заселение, чуть ли не расселение по всей кордонной линии первой и появление второй кордонной линии. Это все было при Ермолове. Он начинал. Он начинал, то есть доводил это все до ума. И Бейбулат Таймиев, конечно же, конкретно имел очень сильные политические качества политического лидера. Он представлял, как без малого, представлял весь народ. Это не Шейх Мурза Окотский, я нисколько не принижаю Шейх Мурзу Окотского, но Бейбулат Таймиев имел большую власть, чем вы думаете. Ибо он, вплоть до, если я не ошибаюсь, тоже есть исторический документ, доходил даже до персов, искал поддержку в том, чтобы противостоять в определенное время против колониальной политики России. Мало того, что там, неважно, там кинули персы, предали его или не поддержали его, но факт остается фактом. Поэтому перешел он, не перешел он, сделал он это с точки зрения тактики или нет, это не говорит, что он был перебежчиком. Я, насколько я знаю, чтобы ни об одном из наших национальных героев не слышал того, что тот, кто даже отказался воевать во времена имама Шамиля, ни один из них не воевал против Шамиля. Чтобы было понятно, ни один из наибов, который упрекает некоторые силы, хотя они отказались от него намного раньше, не воевал, насколько я знаю, по крайней мере, официальных документов. Там и когда они, чтобы отошли от имама Шамиля, там говорилось о том, чтобы просто не содействовать после имама Шамилю. Ни при взятии Гуниба, когда Борятинский брал имама Шамиля, ни в другое время ни один наиб не воевал против. Что касается Саадулы Гихинского, которого так люто ненавидят наши некоторые народийские друзья, еще раз повторюсь, Саадулла Гихинский не строил двухэтажных, не имел двухэтажных коттедж ни в Калуге, ни в Турции, ни в Персии, нигде. Он конкретно пошел, зная, что он делает, и его вылазки, и мы с Асланом даже спорили по этому поводу и говорили, когда он даже в горной части, насколько я знаю, от информации, когда он даже шел туда, он и предупреждал, и говорил, что идут, нужно было спустить с гор вниз, этому он содействовал. Но чтобы он убивал хоть одного уастхоевца, или убивал хоть одного акинца, или другого чеченца, без разницы, таких данных, если бы и были бы, если он не отрубил голову Малсагори, Калсагори, если он не сделал это с Ингушом,
когда тот его попросил, как вы думаете, сделал бы он то же самое со своим народом? Он этого не делал. Поэтому и погиб, возвращаясь домой. И никто не может его ни в чем упрекать. Он как был наибом, так и остался. Но отошел от имама Шамиля. И остальные западные наибы тоже отошли. Но не забывайте, мы говорим все-таки уже второй половине 19-го, точнее, правления уже имама Шамиля, это первая половина, да, можно сказать, первая половина 19 века, в конечный период, еще до 59 года, начали отказываться в тот период многие наибы и сподвижники имама Шамиля, своего же, точнее того национального происхождения, откуда был сам Шамиль, давно отказались от него. Давно отказались. Это я говорю тем, кто мне написал, что якобы Шамиля, вот сейчас последний Расул какой-то написал, что его чеченцы оставили, поэтому он проиграл, поэтому он попал в плен и так далее. И тому подобное. Это чушь собачья. Я этому Расулу хочу сказать так. Расул, не забывай. Ханс Шварценберг, микрофон, Ханс Шварценберг. И я хочу сказать, что в тот период, когда отказались, некоторые из этих представителей были в составе корпуса, который пришел брать имама Шамиля. Об этом и писари, и секретари некоторые, и некоторые муллы. Об этом говорит Аль-Карахи. Вы можете прочитать его произведение и поймете сами. Хотя сам даже Аль-Карахи был, если я не ошибаюсь, то есть не в Гунибе был, а с теми, кто пришел. И договариваться с имамом Шамилем пришли в первую очередь. Сначала пришел аварец на аварском языке, насколько я помню, чтобы сдался имам Шамиль. Поэтому обвинять чеченцев неуместно в том, что чеченцы его не грабили. Чеченцы, хоть он пришел раненый, в порванных вещах, окровавленный, пришел в Чечню, уходил он отсюда далеко не так. Если я не ошибаюсь, то ли 24, то ли 14 лошадей полностью битком под увязку завязанные со своим имуществом уехал из Чечни. И здесь его не грабили, и здесь просто-напросто Чечня была доведена до истощения. И плюс я вчера зачитывал прокламацию Борятинского, которую вы слышали, каким образом он отговаривал чеченцев, чтобы они оставили сопротивление. Причем он не просит и не говорит в этой прокламации: вы предателями станете, вы предайте Шамиля, такого там нету. В этой прокламации говорит, что вы уже своей войной истощены, ресурсы на исходе, и все, что вам нужно, у вас останется. Никто вас, казаков, превращать не будет, никто вас никогда не будет в рекруты брать. 5 лет освобождаетесь полностью от налогов. То есть эти все вещи вы прекрасно вчера, кто был в эфире, слышал, и мы их зачитали. Поэтому, прежде чем нас в чем-то обвинять, мы-то прекрасно знаем свою историю. И я надеюсь, что какие-то даже... Вы знаете, даже когда мы обсуждаем каких-то наших наибов, больше по этим наибам спорят не те, которые там нас не любят, или Сюли, или там Сюли нарницы, или другие нарницы, а наши сами же. Ихил Ватсон, Иш Датсон, Уш Датсон. Из тех, кого я знаю, из одиозных, почти что не скажу все, но те большие тейпы чеченские, которые были, среди них, включая в том числе обвинять Пешбол, черту эски, черту лошо. Кэвеш были наибы, которые воевали с ним и до конца шли. Некоторые из них погибли до того, как имам Шамиль ушел. Другие потихоньку отказались от него. Но, опять же, кто может сегодня упрекать? Они уже были взрослыми, они уже были стариками, сегодняшними мерками это стариками. Когда самый интересный момент еще в том, что когда говорят про Шамиля, начинают говорить: ну Шамиль же был уже старый, он устал, ему надоело. Да, согласен, возможно, этот фактор не исключен. Но не забывайте, те наибы, которые были рядом с ним, были тоже не 20-летними пацанами. Они прошли 20 лет тяжелой войны, и, иншаллах, скоро вы увидите достаточно очень много интересных новых документов, которые абсолютно меняют
окраску войны, исход войны, как вы думаете. Они у нас и были и раньше, но многие на это внимание не обращали. Поэтому сейчас я вот специально попросил Ибрагима. Ибрагим, те, кто любит за спиной, потом, посидев у себя, поковырявшись там в зубах, попив чай, писать огромные комментарии с критикой, там, мой адрес. Да, можете сколько угодно критиковать, я не против. Но эту критику нужно делать в эфире. Отправили бы вопрос в YouTube, Ибрагим бы зачитал, и мы бы сразу бы ответили на него. И если я не прав, я скажу. Так что по Бейбулату Таймиеву я никогда не говорил, что он предатель или перебежчик. Я цитировал слова тех недругов, которые про нас говорили. Бейбулат Таймиев один из тех, кто помогал и дал добро спуститься многим на Назрановскую плоскость вместе с кабардинцами. Это именно тот Бейбулат Таймиев. Это тот Бейбулат Таймиев, о котором писал великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, как «Гроза Кавказа». Поэтому, опять же, я не утверждаю, когда мы говорим и констатируем факты, даже по Лермонтову, мне многие начали говорить, да он вот про нас написал, да он то прописал. Тот, кто не знает истории, может и восхваляет его. Да, как писатель он, возможно, был великим классиком. Конечно, для меня великий классик – это Лев Толстой, а Лермонтов. Ну а Лермонтов кто? Лермонтов тот, кто воевал в Валерике, который поменял взгляды свои после того, как он увидел кровавое месиво, побоище на Валерик, и ушел оттуда раненый. И говорят, что у него настолько сильно пошатнулась психика, что он не мог больше участвовать в военных действиях. Хотя в начале, до того, как его в Петербурге наказали, отправили в Питер, он там писал такие пасквили, что здесь только настоящие мужчины и так далее, что здесь с варварами воюют. Это все есть, вы можете посмотреть и найти. На его творчество никто ничего не говорит, но прежде чем его хвалить, задумайтесь над тем, что он все-таки был участником этой войны. И не все с лучшей стороны описывали Кавказскую войну, где бы она ни происходила. Ну, он был поручиком Тенгинского полка. Абсолютно верно. Валейкум ассалам ва рахматуллахи. Башлам, вистхил мегердари. Вистхил, Айса, вистхил уже. Башлам, вот к тому, что ты говорил по поводу имама Шамиля, я хотел бы тоже ответить этому, кто вопросы задает подобные, да? Ну хорошо, мы же должны быть справедливыми и ко всем, и к себе в первую очередь, да, в оценках каких-то. То, что было, мы должны называть, вот это было, вот это вот не было. Когда имам Шамиль, условно, отступал к Гунибу, у него было 500 человек. А что этот? Расул же его звали? Да, Расул. Да. Вот если он слышит, Расул, а что в имамате, кроме 500 мюридов, не осталось больше никого? Или кроме Гуниба больше не осталось селения в имамате? Где же были эти селения, где же были эти люди? Если ты говоришь, что чеченцы оставили, а кто остался с ним? Это первое. Второе, говорить о том, кто его оставил, даже Карахи, который описывает, Аль-Карахи, который описывает события на Гунибе после того, как неделю велись переговоры Борятинским, какие они гуманисты стали, да, переговоры вели, потом штурм, потом, когда в мечети остаются, снова переговоры просят. И что там пишет Карахи? Ведь Карахи описывает ситуацию, что все его наибы, мюриды, даже его сыновья упрашивали о переговорах, когда им Шамиль говорил, что надо сражаться и что надо умереть. Имам Шамиль остался один. Даже его собственная семья не оказалась и не поддержала его в этот момент. Поэтому не надо судить Айса, не заканчивая, я специально хочу зачитать, чтобы не было это огульно. Суть заключается вот. Я аварец Дагестана, зовут меня Расул. Хотелось бы поразмыслить, он говорит, по поводу добровольной сдачи имама Шамиля в плен. Многоточие. Думаю, что ему обещали воссоединиться, слушай дальше, обещали воссоединиться с Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией
и другими народами Северного Кавказа. Но помеху ему создали чеченские братья ингуши, которые пригласили имама Шамиля к себе, но предали его, чтобы помешать воссоединению народа. Это создало массу проблем имаму Шамилю. Он с трудом решил их, рискуя жизнью. Кроме того, предательство помешало его планам. Из этого следует, что предательское отношение к имаму Шамилю послужило явной причиной добровольной сдачи его в плен. После 1851 года многие наибы стали переходить на сторону царской России. Цитата закончена. Это вот смотри, ну давайте порассуждаем, Расул, если ты меня слышишь, к примеру. Мы не можем сейчас утверждать, была ли это добровольная сдача или было это пленение. Мы этого не знаем. Мы не знаем, что происходило на Гунибе. Но мы хорошо знаем, что происходило в Ахульго, что там произошло, и как поступила империя с имамом Шамилем. Что Борятинский был таким гуманистом, что решил вот так вот в почетный плен принять и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что никто его, ни шапсуги, ни кабардинцы не поддержали, когда имамат был и когда имам призывал их объединить свои усилия. Это раз. И как можно объяснить, что его предали, когда 20 лет, целые поколения уходили из жизни, отдавая свои жизни и находясь вместе с имамом. Это вопрос, который мы не можем сегодня огульно обвинять одних и выгораживать других. Мое мнение, что тогда Борятинскому и империи нужно было, чтобы имам Шамиль остался в живых. Причина вот этих вот переговоров, лишь бы он ушел в Мекку, лишь бы он ушел, но остался жив. И почему я об этом думаю и говорю, почему у меня такие выводы? Потому что охранка сработала. Что происходило на Кавказе? Имам Мансур отказался, был заточен, погиб в тюрьме. Гази Мухаммад погиб, новый имам. Гамзат Бек погиб. И что? И им нужно было дискредитировать само движение самого имама. А попасть в плен, чтобы попасть в плен, это был подарок для них. То есть и историю, Расул, пишут победители. Имамат проиграл, империя победила, и она расписала эту ситуацию, как она хотела. Не будем об этом забывать. То, что с имамом случилось, сдаются. Вот посмотрите, как немцы сдавались, кинохроника. Они складывают оружие, поднимают руки и так далее, и так далее. Это что было? Сдача? Полный вооруженный отряд вышел. Для чего он вышел? Объясняется. Для переговоров, скорее всего, но там произошел обман. Вот и все. И та фитна, которую охранка устроила тогда, она до сих пор продолжается в виде таких, как ты, Расул. Таких, кто размышляет, говорит и подливает это масло в огонь. Почему? Потому что в те времена, если так разобраться, несколько малочисленных народов Кавказа держали жандарма Европы, которую называли Российскую империю, за глотку, и которая истощала ее и финансово, и людски, которая от Тихого океана практически до Атлантики простиралась. А это очень серьезный момент был для тех времен. И Борятинский, что он сделал? Конечно, он обманул горцев, он пообещал, то есть право на 4 условиях предлагалось остановить боевые действия. Право на веру, право хранения оружия, не платить налоги и не ходить в армию. Это что? Это проигрыш, что ли, был? Это не похоже на то, чтобы, наоборот, народов завоеванных и порабощенных их эксплуатировали. А у нас оставались все права. Они предложили и согласились на это. А что произошло потом, мы это не будем сейчас далеко так заходить. Поэтому вот эти вот моменты, о которых наши братья-дагестанцы, может быть, по своему неразумению рассуждают, говорят, обвиняют, этого не было. Кто-то
устал. Но самое главное, Башлам, в чем дело? Ведь те, кто имама Шамиля принял и пошел за ним в самом начале, они же все практически погибли за эти 19 лет. Да. Не осталось никого. Да. Это все его соратники, все, кто был, кроме там одного-двоих человек, никого не осталось. И, возможно, вот эти вот новые люди, которые пришли, может быть, они по-иному стали смотреть на эти вещи. Там есть моменты, там на самом деле, Аиса, говорить нужно объективно, взгляды имама Шамиля, который пришел в начале, то есть Да, потом поменялись, он изменился тоже сам. Очень сильно они изменились. Во-первых, изначально его картина полностью изменилась, взгляды на соседний, даже на свой народ. Вначале, если было сбейте даже выстрелом, убейте даже ворону, которая будет лететь с той стороны, или же дал фетву, чтобы любой мулла, который оттуда идти будет, чтобы его убивали, да? Да, убивали. Эти фетвы отменились, и на чеченские земли были поставлены наибы, особенно во второй половине, уже второе десятилетие, когда пошло, эти наибы начали на месте очень сильно борзеть, потому что имама Шамиля, по ходу, от Дарго до Введено две своих крепости не сильно покидал в основе своей как таковой, но в основном они начали творить беспредел. И поэтому неспроста же чантийцы их начали вырезать. И они Да, он в имамате начал устанавливать диктатуру и репрессии, и народ от него отвернулся после этого. Именно после этих действий. Мы же ментально же не согласны с подобным отношением. Получается, никакой разницы, по сути. Какая разница? С одной стороны Шамиль, с другой стороны Российская империя, и те, и другие. Конечно, одинаково. Он наступал на права. Да, на права людей. Он попирал законное право, это самое, которое было, у людей находилось, он его отнимал, и он по сути поплатился и за свои ошибки, и за свое отношение. Еще один момент, очень важный. Он же, когда же он пришел, чеченцы последовали за ним как за духовным лидером, правильно, как за имамом, как выбранным человеком. А после он превратился, решил установить монархию, объявив, что следующим имамом станет его сын. Гази Мухаммад. Да, он когда об этом озвучил, естественно, люди, они же себе не царствующую особу пригласили, а именно духовного лидера. Поэтому вот эти были его ошибки, которые он допустил в своей уже к концу. Да, Айса, Хал. Давай, Аллах. Я что хотел сказать? По мне, причины скорейшего отказа и от того, что отвернулись люди от него, причиной того, что власть он начал терять именно в Чечне, заключалась в его найбах, которые были устроены на месте. То есть они были в основе своей не местные, в конце, по крайней мере, когда их начали прогонять, они сделали ему... Есть некоторые предположения, кстати, я их читал, что они были специально делали то, чтобы дискредитировать даже Шамиля на местах, потому что имам Шамиль не везде управлялся, еще раз повторюсь, не везде находился. А власть своих найбов он поддерживал очень жестко. То есть, если кто-то противился и говорил, что вот твои найбы бесчинствуют, он занимал, не знаю, насколько это достоверно, Аллаху алям, он занимал позицию своих найбов всегда, а не людей, которые были там. Из-за этого произошел этот раскол. Было ли это сделано специально представителями какими-то царской России, я не знаю, не могу, нет у меня доказательств. Но я считаю, что фактом короля делают королем его свита. И эта свита его конкретно подвела. После чего он лишился Чечни. Это вот в моем понимании. Да, именно так. Именно поэтому он это самое и потерял. Люди отвернулись просто от него. Никто его не предавал, просто люди не стали его поддерживать и не стали признавать его, так скажем, властные структуры, скажем так, и стали противиться и изгонять всех его ставленников. Вот и все. И на этом он
Люди же не стали нападать на него и убивать, просто не Я стали говорю, помогать. Да. И да. ему пришлось просто покинуть. Башлам, Да, салам алейкум. да, висловлюсь, алейкум салам. И сообщи вопрос, тип хотел рисовик. Хатал. Духлер вопроса, Шамиль Алят, более глубокий анализ. Табалчари предатель ворвал Хариш Цацум Шлюхема Дюч. Ну да. Из-за наиб волша шей имамзи самбашный чур арволчен, транзит вакай штрикти. Да. Так, значит, и предатель, неужели, что возникает вопрос. Каждому солдату было сказано, или вот чего отличный, а туда вопрос понятен, да? Да, я понял вопрос, да. Второй вопрос. Крепостное право Россия играл ли в такой фактор, как падение Кавказа, и Кавказская война закончилась в 1959 году, да? И в 1961 отменили. Один из факторов могло быть такое, в любом случае, ногчи, возможно, и в других народах, это крепостной нах был рыбаться, а если они останутся не крепостные, я будем шариада. Ну, примерно мысли моих вопросов такие. Башлам, на один дай вопрос, я отвечу, на один. По поводу крепостного права, Вежери, Цагам Душун, я непосредственно где-то в 90-х годах, может быть, в нулевых, ученые, историки, научные по государственным телеканалам, я самолично слышал ихние выводы Кавказской войны. О чем они говорили? Император России Александр II отменяет крепостное, чтобы дословно Душон, чтобы остановить войну на Кавказе, император Александр II отменяет крепостное право в России, так как в одном государстве не может существовать две политические системы – крепостного права, рабского права и свободных горцев Кавказа. Именно вот такой вот вывод, именно по этому поводу, именно чтобы остановить войну, потому что она все ресурсы забирала из Российской империи, это Кавказская война. И чтобы остановить именно Борятинский вот с этой прокламацией пришел и сказал, вот и право будет, там и оружие носить будете, и в армию не будут вас призывать как крепостных там и так далее. Ну и все прочее. Саид, я отвечу на твой вопрос. Айса тебе сказал, это версия, как говорится, тоже говорится, но об этом говорят в основном кавказоведы, историки. Что же говорят российские историки, которые не зациклены на Кавказской войне или вообще? Вообще считается, что отмена крепостного права является фактором того, что Российская империя, как могущественное государство на тот период, увидела ценности, и люди увидели ценности европейцев. Вообще, я тебе говорю вторую версию, которая более такая обширная. И они говорят, что просто-напросто невозможно было, вполне возможно, что туда и входил и фактор кавказских горцев. Но, с другой стороны, не забывайте, Кавказская война, конечно, огромные экономические и человеческие ресурсы хоть присутствовали. Как таковой для остального мира это не являлось проблемой Кавказа. Это была проблема только России. И поэтому Александр II, если я не ошибаюсь, они говорят, что отмена крепостного права была фактором того, что многие европейские страны давно отошли, и Россия чуть ли не являлась последним. И перед глазами европейцев, которым он хотел так угодить, Российская империя отказалась от крепостного права, чтобы не быть отстающим. Некоторые говорят, что там провели какие-то юридические основы при создании каких-то европейских ценностей, что если вы хотите, Россия хочет стать полноценным не азиатским, а европейским государством, что должны отказаться
от крепостного права. Хотя я не уверен, что на тот период одна из европейских стран, такая как Великобритания, отказалась от крепостного права, поскольку владела колониями в Индии, как вы знаете, и индокитайском вообще области. Но я имею в виду, одно с другим в любом случае связано. Саид, ты услышал одну версию, ту по кавказской войне, что фактором стало, потому что в одном государстве, то есть для кавказцев, не существует крепостное право. Это на самом деле это казус какой-то получается. Одним можно, другим нельзя, и чтобы было везде одинаково, что отказались об этом. Но, еще раз повторюсь, остальная вообще история России, которая говорит особенно об интеграции России в другое европейское сообщество, да и вообще история России сама как таковой, Карамзин, Соловьев и остальные, они не ставят главной причиной Кавказскую войну или из-за того, что кавказцы или горцы там якобы могли быть крепостными или не могли. Они говорят, что хотя Россия собиралась интегрироваться в мировое сообщество, цивилизованное мировое сообщество, поэтому отказаться. Это по твоему вопросу о крепостном праве. Второе. Я еще раз, чтобы некоторые домороченные мои подписчики не говорили, что это благодаря... Я не отрицаю версию Айсы еще раз. Я вам говорю, есть две версии, и обе версии мы с вас ознакомили. Что касается первой версии, был ли он предателем, штык проткнуть или нет, был ли он работником царской охраны, является его печать, на которой был шестиконечный герб и символ евреев и так далее. У нас тут столько людей, сколько мнений, что он был чуть ли не евреем, потом он был кумыком, потом он был, другим остальным. Я в этих заговорах и вот эти мировые, эти вещи я не сильно люблю. Насчет его ранения и насчет его послушать дагестанскую версию, у него прыжок там был чуть ли, если не ошибаюсь, ни один мировой рекорд не может побить, потому что они говорят, что там есть место, где он перепрыгнул со скалы, ушел, это чуть ли не 160 или 200 метров расстояния. То есть физически ни один человек, никогда ни один спортсмен и атлет не мог с таким земным притяжением сделать такой прыжок. То есть здесь не такая гравитация, как на Луне. Много мифов, много мифов, много непонятного. Я не об этом хочу сказать. То, что он был ранен, то, что там же не только ранен, ты не забывай. Его жена с маленьким ребенком, если я не ошибаюсь, одним из маленьких его ребенком спрыгнула со скалы насмерть. То есть убила себя и ребенка. Там многие моменты, там погибло очень много непосредственно наибов, не скажу, как их называли, муджаич, мацауловцара. Напомните мне, как называли сторонников мюридов. Много мюридов погибло. Это там 1000 мюридов погибло при взятии Ахульга. Никто не может сегодня говорить, что это была специальная спецоперация. Предательство заключает то, что Нохчи Сайд, то, что он там был ранен и все остальное, или погибли они зря, это вообще не относится к предательству. Предательство, почему наши говорят о предательстве, якобы, речь идет конкретно, какие у них претензии к нам по Байсангуру Биноевской, такие же претензии у наших к ним. То есть проблема в чем? Проблема в том, что после 20 лет войны он мог же это сделать через 10 лет. Он мог это сделать, допустим, вот он воевал, допустим, он был имамом Дагестана 4 года, да, все знаем. Он до Чечни воевал 4 года, плюс-минус. 4 года, пока он воевал, потом, после Ахульго, падения Ахульго, он уходит в Чечню. Он же мог это сделать через 4 года, и сохранились бы сотни тысяч чеченских жизней. Так ведь? Сохранилось бы, многие вещи бы сохранились. Он мог примерно после того, как придет, не уничтожать национальный котел чеченцев. Он мог не уничтожать Меххел. Он мог не отказываться от многих адатов. Он мог не делать нападения и уничтожения чеберлоевцев и шароевцев. Он многие вещи мог делать. Однако все закончилось после катастрофических жертв. Я не говорю, что в Дагестане их не было. В Дагестане тоже были, но не в таком количестве, как у нас.
Потому что сокращение населения, там четко описывается, сколько сократилось население Чечни и сколько сократилось там в Дагестане. Эти статистические данные есть. И поэтому многие чеченцы считают, потому что столько обещал, столько говорил, и по этим прокламациям, вы думаете, до Борятинского не было прокламаций? Да были они у всех, и у остальных, и у Воронцова, и у Дельпоса, и у остальных всех, имеется в виду, я не конкретно от них говорю. Были и прокламации, были и пытались замирить, пытались прекратить, но не получалось ни у кого. Почему? Потому что любой человек, кто попадался или с прокламацией, или начинал говорить, была фетва от имама, фетва, не фетва, я не знаю, как она называлась в имамате, но сегодняшним языком была фетва казнить любого, кто заговорит о том, чтобы заключить договор или же отказаться от этой борьбы. И люди не могли просто физически. И тут бах, уходит, не проходит и 10 лет, не проходит и 5 лет, не проходит даже года, даже полгода не проходит. После Чечни, где нужно было, он же в шалях введено такие красивые речи говорил, вы чеченцы, вы знамя ислама. Вы же видели все это цитаты, они есть, они публикуются. Это его прямые цитаты, его слов. На вас держится весь, там, чуть ли не весь Кавказ и ислам, грубо говоря, да? Может, я более утрирую, но не отказывайтесь от борьбы и так далее. Но Нохчи уже перестали верить. Перестали верить, потому что уже все было видно. Начали выбирать, там начали подсказывать его наибы о том, что следующим после тебя должен быть твой сын и так далее и тому подобное. И он об этом заговорил. И отказ Малой Чечни, допустим, наибы, шатойские наибы, как его звали, Сога Перецин, Гендергноевский, сын наиба Шатоя, когда зашел имам Шамиль, сидел и курил люля. Об этом же говорится, четко указывается. Он курил люля перед имамом Шамилем. А это на тот период, чтобы вы бы знали, было за это наказание было отрезание губ, то есть раскуривание трубки. Люль – это трубка. И когда зашел, и когда Шамиль увидел это, он нервно сказал своему наибу, там был и Байсангур Биноевский, сказал, что это такое, как это понять. После чего гневно, а это уже времена, когда уже позиции сдавать начали. И он говорит, это то же самое, что я тебе говорил и предупреждал. Байсангур Биноевский ничего не сказал молодым наибам, которые были в Малой Чечне, они вышли и уехали оттуда. То есть они показывали уже то, что они не хотят. Из-за чего? Потому что уже услышали разговоры, которые ведут к тому, что следующий наиб должен быть этот, все должно измениться. То есть от избрания, так сказать, сегодняшним языком, демократического избрания в исламском государстве, по-своему, пускай даже это будет, начали говорить о монархическом строе. То есть передавать от отца к сыну и так далее и тому подобное. Это повлияло огромное значение. И после всего этого, и после шалей, и после Ведено, после 20 лет, 19 с копейками, ну пускай 20 лет от нас уходит, и через 6 месяцев во время, я, Сайд, это тебе рассказываю, во время, он там поменял, там вроде бы, если я не ошибаюсь, Гуниб была не такой прямо неприступная крепость. Там были крепости, где было больше наибов, и больше могли сопротивления. Об этом говорят достоверно, как говорится, того периода историки, что нужно было занять даже другую позицию, чтобы он больше мог сопротивляться. Но он почему-то, Чох, кажется, из Чоха он вышел в Гуниб и ушел туда, насколько я, или Чох, или как-то другое, и, чтобы не путать. Он ушел туда, и произошло, что когда ему первый раз пришли, он не сдается, второй раз, ну, у Аль-Карахи и его прямого взятия имама Шамиля, там 3 версии, я все читал, они одна хуже другой. Аль-Карахи, во-первых, не было с ним рядом, он уже в то время не был с имамом Шамилем. Когда пришли брать в плен, он был с той стороны лагеря. Его уже говорил Борятинский до этого, сдавайся, тебе будет позволено уйти со своими представителями в Турцию. Но он не ушел, не сдался, а потом
когда его попросили, сказали, почему, что взять описывающий Али, как-то его, Казикумуск, или как-то взять его имя, сейчас не помню, он описывает тоже. Он говорит, пришел сын, говорит, начал говорить, что я больше сопротивляться не буду, и нам нужно сдаться, и так далее. Отец, говорит, схватился, говорит, все, что у меня было, потерялось, и сопротивление бесполезно, и так далее, что-то сказал, вышел. Там это другая версия, но все или не нравится эта версия. Подошел с оружием, подошел ли он, нет, я не знаю. Но само собой говорится, что подходил он с оружием, но уже когда Борятинскому подходил, якобы все его, кто окружал, были безоружны. Сам он был с оружием или нет, я не могу сказать. На картине вроде бы он с оружием, хотя не знаю. Но сейчас я к чему. Именно за то, что вот всех уговаривал, всем говорил, до конца был. А потом в конце ссылается на то, что мне хватит столько крови, столько вдов я оставил, я уже устал и больше не хочу сопротивляться. Это, мне кажется, даже гипотетически возьмем, хорошо, он это не сказал. На секунду задумаемся о другом. Представим, что он сказал, я хочу уйти со своими сторонниками, наибами в Турцию. Пускай он это сказал, конец, вот, грубо говоря, до Борятинска. Сколько бы, он же мог это сделать, когда через 5 лет, через 10 лет в Чечне. Но он же это не делал, говорил до конца, до конца, до конца. А вот попал в Гуниб, и там уже, когда не оказалось никого, он говорит, все, я устал, и хватит уже крови. Поэтому из-за этого мне, по крайней мере, все, кто объяснял якобы его предательство, я имею в виду наши чеченцы, они на это ссылаются. А не то, что он там, о тех людях, которые там говорят, что он какой-то спецслужбист, работал на царскую охранку, эти вещи я даже вообще не беру. Как бы, я слушаю этих людей, я понимаю их, потому что там много вопросов. Но доверие вызывает это или нет, это знает только Всевышний Аллах. Он сегодня перед ним. Я единственное недовольство, это то, что если он и так в конце хотел сдаться, или, я не знаю, договориться, почему это не было сделано намного раньше, сохраняя жизни чеченских женщин, чеченских детей и чеченских воинов. Вот о чем речь. Из-за этого его считают, а не из-за того, что там он был или не был подослан. Насколько я знаю, может, если я ошибаюсь, по крайней мере, за все 6 лет претензий, которые мне говорят, я только это... Опять же, я его не считаю предателем, я его не считаю сверхчеловеком и национальным героем для меня, лично мое мнение. Для меня имам Шамиль – это историческая личность. Все. Потому что это мое личное право. Да, я понимаю прекрасно. Я его не оскорбляю, потому что, не забывайте, больше 70%, кто окружал имама Шамиля, это были ночи. И мы не можем говорить, что они были шабеш, аудал, барит, сонтяхайтин, иябайтин, бари. Нет. Нет. Еще раз нет. У них было другое, и по-другому горели сердца. У них у каждого убивали и родственников, и сжигали их села. Они тоже не железные были. И не нужно думать, что они сидели где-то во дворцах, шиковали, по-крутому жили. Нет. Каждый день они подвергали себя смерти. Пошла. А для вопроса не оставляешь, да, ответ, чтобы продолжить вот дискуссию. Я развернутый. Бяк мобильный ладош. Для чего я этот вопрос задаю? В любом случае, если так последовательно так послушать, да, мы не лично, на Гунибе и Качина, это мы так выясняем, вам но когда сейчас Исамхович, если он встретил голод яцен, барам садавих кан талурмаву. Возможно такой вариант? Это раз. Возможно. А то, что он творил при имамации, то, что он творил, это отдельные вещи. Да.
Один из писателей, точнее историков того периода, говорит, что Цюнкантуй Мадардич. Цюнканта Хеберша Арабула Хаусаусна Тхашаш Китван Бир Бац Шаша Дадал Диез Эльшхена Шахавир Мау Эль Шамиль Чувет Дабахтун туда-сюда Шаш يوم düştü aşağı ve sen de Allah قاعدة دير دوات ايوانش خينا على تسبا تنويت سو يازين دوقي Телом ума цудини масана гушма, да? Кош, да, динок, мы же не знаем, нас там не было. Не знаем. Отечественная война, она все передается каким-то образом. И для этого есть мышление, для выводов. Последовательно. Да, Сабила. Именно вот этот момент дополню, можно немножко? Да. Я мог бы там привести, знаешь, не только от историков, но и в литературе тоже много этого сохранено. Я могу массу примеров привести, да, но я приведу один пример, который все так, особенно в Дагестане, пытаются как-то критиковать это, там, выставлять это какой-то сказкой или белибердой. Вот был такой поэт Магомед Бек Аварский. Все, наверное, слышали, да? И вот эти строки его, известно, их там тиражировали везде. И только чеченцы, стальные сердца решили до смертного биться конца. Но, конечно, они говорят, да он был поэт, он там туда-сюда что угодно мог написать. Но никто не говорит, кто знает биографию Магомед Бека Аварского, те знают, да, он был поэтом, писатель, поэт был, известный в те времена в Дагестане. Но он был ближайшим другом Шамиля, его ближайшим соратником был, и был участником Кавказской войны. И вот это то, что отрывок вот этот, который везде тиражируют, да, ну, полное его произведение, я думаю, мало кто читал. Я вот хочу специально зачитать вот это то, что перед этими строками, то, что написал соратник, ближайший друг и сам участник этой войны, и именно тех событий. И перед буквально событиями в Гунибе вот это было им написано. Вот просто послушайте. Вот конец все слышали, вот начало мало кто слышал. Так. Наибы в медалях хоть с виду и львы, а в деле, где доблести их, увы. Черкески на них дорогого сукна, да страхом душа подчеркесская полна. И только чеченцы, стальные сердца, решили до смертного биться конца. Чеченцы обетуют чести верны, и сабель их, и шашики илгурские удары грозны. То есть он прямо указывает, вот то, что ты говорил, вот уже неразбериха, то, что между ними началась, уже наибы, там, разногласия, вот это все. Вот сейчас он сам прямо на это указывает, он фактически критикует их. Разве мог такое написать, если бы этого так не было, да, такую критику в адрес этих наибов, ближайший друг, соратник имама Шамиля? Конечно, он бы такого не написал, если бы этого не было. Но элементарный анализ, да, ну все понятно, что он имеет в виду. Черкески на них дорогого сукна, да страхом душа подчеркесская полна. Уже вот эти разногласия, которые между ними уже пошли, да, это уже об этом говорит, уже разлад пошел у них, но не среди Нохчи, и Нохчи их ни в коем разе никого не предавали. И он прямо об этом говорит. Дальше вот. И только чеченцы, стальные сердца и дальше прочее. Да, они говорят, да, он был поэт, вы там из песен и стихов там берете свою историю, любой сюличуай, да, яльчик. А разве писатели не являются как раз таки... Ну, да, когда ты им говоришь, почему поэт, писатель, ведь он же был ближайшим соратником имама Шамиля, был другом его, не просто соратник и участник войны, он был его еще ближайшим другом.
Они там плюс-минус. Заур, дополню еще твоим словам, скажу одно. Во время, когда имам Шамиль давал, после этого его описывали же, были несколько писарей, когда он был в Калуге, ни один раз ни имам Шамиль, ни его сыновья, ни подручные, которые ушли, ни одним словом не указали, что чеченцы предали его. Ни в одном. Да. Это является... По крайней мере, письменных доказательств они таких не оставили. Да, есть моменты, где, конечно, указывает его сын и указывает сам имам Шамиль, по крайней мере, говорят, приписывают к Шамилю, как можно замирить чеченцев, как их можно наказать, и чтобы они перестали воевать. Это он говорит. Но то, что его предали, таких слов не было, по крайней мере. Не было. Ну, понимаешь, вот подобные слова, да, вообще... Там вот это мы любим какие-то отрывки, восторженные отзывы себе там тиражировать, это все. Но важно, знаешь, прочитать и до конца, и начало. Ну да. В целом, и там открывается гораздо больше информации. Я бы и наших, и русских классиков привел бы массу вот таких примеров именно о тех событиях. В литературе это многие писали об этом, приводили это. Ну, на это можно как-то возразить. Ну как можно возразить словам друга и соратника самого имама Шамиля? За 19 лет, зачем нам письменные какие-то нужны доказательства? За 19 лет, проведенных в Чечне, имам Шамиль не был пленен, и его не предали. Это показатель всего. И как бы там ни было, что бы кто бы ни говорил, все-таки имам Шамиль не один же сделал вот это все, что вот это вот имидж, вот это имя, которое он поднял на весь мир, да, то есть... я боюсь, вы очень огорчитесь, если посмотрите фильм, снятый про него последний, но я отрывки опубликую, по крайней мере, вы очень удивитесь, походу там ни одного слова нету про чеченцев, кроме как кавказские народы, а остальное все приписывается к нему. Вы не видели, наверное, фильм последний, снятый по якобы на документальной основе. Рекомендую вам посмотреть. Ибрагимов его или кто-то вместе сняли фильм про него, как он умер, как он ушел, как в Турции и так далее. Точно так же есть еще один прекрасный фильм, я думаю, отрывок про детей имама Шамиля, небольшую краткую выдержку про его сына тоже я закину. Так что мы еще многого не знаем, зря вы так думаете. Сегодня уже снимающий фильм в Дагестане вообще не уделяют никакого внимания того, что 2 столицы было в Чечне, о том, что сподвижники подняли раненым, все остальное помогли ему чеченцы. Там ни одного слова нет. Там есть четко, что все благодаря его гению, что мир знал только его, что все английские, американские, турецкие газеты описывали о его величии и его могуществе, о том, что он лев и так далее. Это нисколько не, я понимаю, что им нужно это, нисколько я не умиляю того, но факт остается фактом. Ни одного слова, касающегося хоть одного его сподвижника, чеченца, или что уделили ему такую огромную почесть, и что рядом с ним погибло столько чеченцев, ничего подобного в его фильме про него нету. Он пришел в Чечню свободным, он жил в Чечне свободным, и свободным из Чечни ушел. Пусть те, кто... Чуть-чуть добавь, Иса. Ушел свободным и богатым. И богатым, да. Взял богатство и славу, и свободно ушел из Чечни. А там пускай тогда скажут те жители Имамата, где он оказался в плену, скажем так. Он же оказался в плену. Чего же они его не защитили, не спасли? Почему он за несколько месяцев оказался в плену, и Имамат пал? Где они были? Башлам. Дагестан Чиньяк вышел кинула войну Цаякова.
اتسارم إيردات نوختي بيتانا غالا حقيت وين يقولهم ديتشن любом случае غالا خلي بوش بوالي مدر داو Дагестан шаджи виш в любом случае гонок царь я человек бенгалю хаяли иш камелдовый суал я der gudu Дагестан царь мёкшел кино эрдастер вы гунцы ёк кино вы возможно яциш левый специалист бац هر канал أخذ تقول что кино я на уровне дома республиканский государственный كنتي أسخط بورد شفتي هاسون Кан минута дела, хауслас, массар, ладолас. Я хочу сказать так, чтобы не было огульно, я не рекламирую, нету ничего пафосного. Вот среди нас сейчас в данный момент слушает нас и мой подписчик, мой однотеповец брат Цациевош, Амад Бошсау. Вот сейчас он в эфире, он прекрасно может вам ответить на этот вопрос. Проблема не в том, что почему мы не делаем, можем ли, мы много чего можем. А вот вопрос, как это сделать с точки зрения финансов, как это повлияет или откуда и все остальное, он может вам рассказать подробно, с какими проблемами сталкиваются, когда хотят снять такие фильмы и какие финансы нужны. Я уже промолчу, я и вчера сказал Саид это. Валлай, нисколько не упрекаю наших меценатов, которые с удовольствием сюйлиш на хазбик, на таджик, на киргиш, на миллионы ахшниш дайцар поддержкан, машин шло царь, кидек до царь, но чтобы хоть одному из наших или блогеров, или людей, которые этим занимаются, по крайней мере, в благосфере, чтобы были уделены такие внимания, я не слышал. Это наша слабость, может быть, и Вайцадашар, может быть, но они сделали фильм, этот фильм существует. А с какими проблемами мы сталкиваемся, может, вот сейчас мы можем дать слово Амаду, как раз он свой микрофон включил. Дело в двух, и внимание вы уделите, но должен было суаиш, что обеш ахер буйше, халдолч был вы кидинах, и ахнеш раскрыш был. Был царь, ишт хосан балу, шенхалдон, история балболшвал. История одна из первых наук, которые нужен для народа, общества, народа. Оман. Царь гунца досун, цаха, цандук кумада, царин хосан хуна, было полнаханна, ой, дела ана. Цани докумая схалит на 100 галили, 200 галили, миллион галили. Зачем قولوا لأنسون خصبوا بشوار ديريز خلاهم مبوق بوا بشوار وين اتسمو الشيخ تقية الغات ناي واخوي جنجين عوية some مسكواشو دو some جيمي وات some ووك وينز ناي واخوي جنجين لبو نقطي شو وي تخو بوش أميال ما داي وي مسارة وغو كيجي دوت جناكين تخو تغاي ستوري نقطي تخو وين Hani kamel dele eş eten a wok wüschelt. Eten balager dan kansis kansami wuschliet dan in hier schedek schegel aan dozi drecht bonagen ne. Wat het dame wat ik moet zo ja. Вот hit said hins job Ahmad вистралахо. Assalamu alaikum, yüzde kılışım asırım. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Başlan öğreniyoruz. Deşneş evine. Başlam masitos حقيقة دويز başlam تخيشنا قمي الله خلص حق على ديال في طنش تبيرو شردا بيلقى نسمة داقرة ومثلا شنس مثلا те люди которые имеют средства и возможность балбац истории балбац кино якорс балбац
نما بعضو ديها بولشة بلا بوتاشة إستوري وقت سندلا نوختي تعاقين هنداشة ترنا سبونسرش بو مليون شلوش أخشة وكينو يحقق تغنى عدو ستوتي شا 200 كينو يحقلوشيات ليشنا سكرسنا داريوان كنا تكنيك شاي كيتsa кегуаш ашусо Дмитрий Бош Фадеев компания оценивает полный переговор у нас 20 миллионов рублей гоштяток именно и на основе съемочная группа, начиная гример, звукооператор, постановщик и так далее, а также техника. 20 миллионов рублей диез, чтобы оплатить съемочную группу и технику. Когда вы идете дальше, актер событий. Сундели, ахбуалбат, этнаих и спонсорш был 400 миллионов рублей, лоис, шейх Мансура, вы имам шмила, кино як. شيخ منصور ياقي يطلعون ده حالي كنز إمام شميلوي سنة إن شو الحوشي أمانة 400 مليون рублей бюджет туец кино. Да, кстати, я не говорю не про Аманат фильм, если что. Хайд Баш. Да, да, ну, соответственно, я что хочу сказать. Первая, одна из проблем, то, что наши миллионеры, так сказать, да, они не интересуются Вейсан Балкач, Дуаглош, к сожалению, датцери. Это дьявол, че кино шо история, он дальше знал, луж ахчду, это знал, это авор бойч буалбу. Кино авора, осмайлера, я вплоть до гримера, короче, полно рассматривал этот момент. Единственный балду, чем Мансура сёкченаха, и в конце это мои ребята хасиус, эйсиё, гуй, это вот связивал. Ша, короче, что мечтающие, ша, кино школу, ша, лучшего, это способом поддержки художественной части. Но опять же, эти средства абсолютно не хватают, чтобы снять полнометражный фильм. Первая проблема это в том, что у нас люди не заинтересованы, которые имеют возможность сегодня и Башламу помочь, и мне помочь, которые люди занимаются историей. И халдух цигабег. Специалист больше был, وين شو جبوزة بوزين سعر плотно, أمال دياشة همو يوقشوا كينو هدو شادك ديسين ليز باه ليرين كرسنا داري وانك أمال خل أدو إدنا باه كيتشا بو نوفشي شو كينو ياقا كيتشا بو إش даже دوي исторические ленты, цаа проблемят, но опять же нужны деньги и луч варца. Позабыл больше. Ахмад, дополнить хочу к словам, которые ты сказал. Я хочу, чтобы все услышали, особенно Ибраим, в связи Аллах, о вопрос, что здесь мало Аллах дает, чтобы услышали и в Ютубе, и в Телеграме, где мы общаемся и слушаем, все зрители. И если вы думаете, есть ли польза, ну, может, эти 400 миллионов направить. 400 миллионов, это вообще даже, честно сказать, да, это для нас, Амадом, это колоссальные деньги, грубо говоря, или для простых обывателей колоссальные деньги. Но для обычных других людей хочу привести вам один пример. Это вообще ничего. Пример заключается в том, что касается исторических фильмов, достойных исторических фильмов. Все, если я скажу, 99, если не 100% смотрели фильм с главной роли, если я не ошибаюсь, Мелом Гибсоном, Уильям Уоллес. В мире... Храброе сердце. Храброе сердце, абсолютно верно. В мире из-за этого все знали, что шотландцы имели сопротивление, что у них была такая историческая личность. Раз. Патриот фильм. 2. Троя фильм. 3. Хотя она основана не на реальных исторических событиях. Такие 300%. 4. И каждый... Исторический бред полный. Не, послушай, я не про это говорю. Я говорю, как меняется мировоззрение людей через эти фильмы. После этих фильмов чушь это, не чушь это, Заур. Это второстепенный вопрос. Да, и Меня хотя исторически это бред. Люди меняется мировоззрение, и сделали чуть ли не самыми свой период во времена древнего и Древней Греции, сделали чуть ли не самыми крутыми спартанцев, сделали во время сопротивления там шотландцев и 3-е, и 10-е. Очень сильно меняется мировоззрение. И эта картина останется в легендах и останется как одни из самых лучших экранизированных исторических фильмов. Почему?
И весь мир узнает об этом. Сегодня многие любят говорить, мы знаем, все знают, весь мир знает чеченцев больше. Абсолютно верно. А благодаря чему знают, Духдаш? Благодаря нашей войне? Нет, вы очень сильно ошибаетесь. Да, они знали, что здесь была война, но они не знают абсолютно об этой войне ничего. Они знают о нас благодаря так называемым короткометражным, скажем, 5-минутным, 10-минутным, 20-минутным вырезкам из новостей средств массовой информации России, которые даже черный пиар является рекламой, которые сделали и показывали, везде нас показывали, говорили, вот они воюют, вот они террористы, вот они бандиты. Я в нулевые года говорю. И в тот период это обычная картина была для средств массовой информации. Да и не только там, и СМИ, и все. Вот из-за этого в основе своей весь мир узнал о сопротивлении, и что да, была где-то чеченская война. Сегодня мы видим и пакистанцев, которые делали дуа, и других. Да, это другая сторона. Но опять же, причина, они могли подтвердить это все, включив там какие-то международные новости, СМИ и все остальное. Я это к чему говорю? Сегодня реально люди, которые думают головой и о будущем, о своем государственности, вообще о фильмах и об истории, эти люди, конечно же, будут больше вкладывать душу и сердце в фильмы. Сюли это догнали. Как ни странно, голы снимают фильмы. Вы думаете, нет, что ли? Снимают. Да, Они снимают. снимают фильмы, остальное. В советское время, вот сами задумайтесь, сегодня мы ищем фильмы, хроники Важа Шавелла, Мольба и другие фильмы, вы знаете, да, где упоминали кистинцев, а это снимались там в основе своей Мялхи, Кадеш, и мне приходится доказывать, мы ищем по крупицам эти фильмы, потому что нету фильмов. Нету фильмов, представляете, вот в советское время 1-2 фильма, которые сняты в ЧССР, нам приходится выкладывать. И когда я даже выложил фильм, известный фильм Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», который был снят здесь, и про этот эксцесс, я вам клянусь, по сегодняшний день есть некоторые народийцы, которые говорят, это чушь собачья, он там не снимал, это чеченцы выдумали, это в другом месте, в Туркменистане сняли, в другом месте сняли. До сих пор есть люди, потому что нету больше доказательной базы. Нету, них снимают фильмы, они думают, что это 400, да я лучше там построю себе, грубо говоря, 3-этажный дом, и все равно ты сдохнешь, все равно тебя похоронят, но то, что останется после твоего народа, мы не можем снять фильм, мы могли снять фильм Атибулустма, про монголов, допустим. Что мешает? Ладно, если какая-то цензура не может. Снимали 2 года почти, что фильм запрещено забыть, или Муэрцин, а? Приказано забыть. Приказано забыть. Снимали. Бах, министр сказал, это противоречит национальному единству, это туда-сюда. Сняли, не показали. Я вообще говорю, у нас даже показывать в принципе нечего. Ладно, не снимаем. Я понимаю, что мы не сможем снять блокбастеры такие исторические, как крутые в Голливуде, но мы же можем попробовать. У нас есть моменты, где можно было снимать. Прекрасные, и про Абреков есть, и там про Зелимхана Харачевского. В советское время показывали фильм про Зелимхана Харачевского. На сегодняшний день мы что, не можем? Нету возможности. Нету даже той пещеры, в которой он находился. Все же это есть. А про Байсангура Биноевского мы что, не можем снять? Можем. Но когда вопрос, я хочу один из примеров. Я недавно, меня один мой брат, наш подписчик, да, Свидуацин, говорит, башла, хаула, халдала, что его варил, хула. Уза, короче, что нормально, бейш, ту бахсусюк. Может, ой, цаны дистхальч, они загорятся, может, они хотя бы поддержат твой инцац, и еще хума подтянутся. Там 1, 2, 3, 4 человека, 5 человек. Бобры, да, бобры. Бобры, вы знаете, кто есть. Не стоит, думаю, объяснять, кто такие бобры. При монете люди. Говоришь, рассказываешь. Вообще нету никакого. Один чуть-чуть, и глаза так засуетились. 0. Для них это неинтересно. Это не рентабельно. Это, просто посидели. Я, в принципе, сидящим со мной рядом брату так посмотрел на него.
когда они вышли там куда-то туда-сюда, ламазы, чансба, это бесполезно. Эти люди, они не горят. Это люди-бизнесмены. Рубль-то рубль, дердол, что хум диесан, или что-либо другое. Но они точно не горят прямо каким-либо желанием делать это. Я это неспроста говорю. И вы знаете, в эфире Ибраим помнит, сколько людей были, которые говорили, мы московские бизнесмены, о ицтагу хотя бы скинуться дичь по 50, о синте халюлар мое. Дик дубас, не обещайте, гукла укрду. Что произошло? Слились. То с одной стороны, то с другой стороны, кто-то, может, забывает, то я нисколько их не осуждаю. Но или не говори вообще, или если ты говоришь, чакдак. И точно так же и у Ахмада я знаю то же самое, и другое. Я не считаю остальные препоны. Ладно, завершая к этому вопросу, я хочу привести один пример. В Чеченской республике, чтобы было понятно, в разы больше башенных комплексов, чем в любом регионе отдельно взято на всей территории Северного Кавказа. В разы больше. В Чеченской республике башенных комплексов, разрушенных, полуразрушенных, сел, все остальное. И как вы думаете, есть хотя бы один ролик и один фильм, где сняли бы все башенные комплексы в Чечне? Не поверите, нет ни одного ролика. И поэтому нас упрекают не недостойные братья, а нарнийцы упрекают и начинают говорить: ай, башенный комплекс, شو داخلات يازن الإستوري دوت إيرو بانشات على شقواسين والله بالله تالله أسيت إيرو بانش شقواسين شان نقطة شور هر دو أشانا تبو يازبون это никогда не были башни ваши, это ингушские башни лязницы бяхтейн бу дели дошдер он бу войчер, потому что ни один человек не пошел, не заснял всех их, не сделал сделай шедевр, прекрасный ролик о крае башенных комплексов Нохчичу. Сделали? Не сделали. А что сделали? Фотографы, которые продают свои фотографии и не хотят их отдавать бесплатно. Видео, это же нужно проехать. Ты что, от Чеберлоя до Галанчожа надо каждую башню снять, сфотографировать. Да, показали Шаройские башни отдельно. Да, показали. Да, показывают там Маслабас, Харачоевскую башню показали. Все, больше не показывают. У нас есть восстановленные в Галанчожском районе и Тумкалинском великолепные башни. И поэтому вы опубликовать, вы видео шьёшь, и штачутся кустер. Они дошли до и Тумкалей дырт айол. Ногчи байн, это чисто аварская башня, может, конечно. Ни собак. والله بانيس سو دراكي حلقه يلي شو مثلا هو سولي دقاني اتم قال سولي شيء يولبو سونيجات ياشلي شو رمزانو اخشدل ديتين دول ماجدك كن خير ديتين دول честь имама Шамиля один Мяждик ду хаз ногти чуа кен хитя. Они делают статью аварской архитектуры, сделали в бывшем аварском селе, не в бывшем, а в аварском селе Кинхи сделали мечеть. И все молчат, как будто так и должно быть. А дурак башлам должен лезть. А потом еще в награду я получаю тумаки от своих же. Ну выйдите, сделайте хотя бы. Тот, кто умеет фотографировать. Да. يقام راقي استراح صورت آخر هم حق دلش انت تقول خواهی سون خوش دیت شو خانیوش مسکوار لات صورت آخش هو تیمور اگیره فونا ویش هروزه ویز انت حزبه مسو همادو داق ستون خل переписка генхерион скриншотш Цуаша Хабахшен Ахчадулуш, правительство НОЦАН, председатель правительства НОЦАН, вишь, частный
Charlie biznesmen sluşluşyan baxşiyan tienoş yuturdu eler içra baxbahna Kavkaze. Tun ruxtsakhılı jimtan öguzlogo çu işe tsahulşyan tsakhıl tam. No hins yahale şrah luqu karzvalı tienoş yahçıqtırdı tun. Maşı yahtsun تلقى دقيز أبراتورا يتون ميلدل هم عوار قستي نيت ميلدل هما دوتون واخا نختار تك تو سيرش دوخ Москва дюйн да хавалаш. Ну вот. Я велерё бакар. Велёша. Ладно, велю. Вело. Ну вот я, чтобы было понятно, приблизительно, чтобы шо киетит бахшо. Хакарт шен уешхена предатель Гайрбек, муслим Гайрбека был шуич казак шунвай. Председатель Халука Цанхайна после депортации в Цадях. Никто не знает доподлинно, и, может, не знают они, предатель чеченец ол царцунах, Духобоча, Бузуртанов, Кирчар, Элери и Гайрбеков. Единственный Муса Зурабов, и предатель Вацел оправдать. Но, чтобы было понятно, из Эхкеву. Они не рассчитывали, что он Эхкой Тейпа не знали, и, значит, называют его чеченцем. Но когда Эхкой они говорят Эхкой Нохчебат. Но когда нужно Гайрбекова обгадить, они говорили, я к чему это говорю? Ладно, Эхкой, мяждик хадилинчхайна, уаншхайна, сутигар хауша, по дороге. То, что я увидел просто Эхкой Махкасон, генерал Байнш Егорев Улвельша, то, что я по дороге увидел. Их было, в том числе, это муслим Гайрбеков и Баутя, жилые, нежилые, Масуал, Хасуршдамова, их было не меньше 50. Это только в одном Эхкемахке, если считать каждую единицу, и жилые, и остальные. Не менее 50. Каждое селение имело по 5-6 двухэтажных, трехэтажных жилых башенных комплексов. Это только Цамуах Буш у нас бючве. Тирва Муахка из Душун, и Тонкала из Душун, и цоду количество царочка. И хиллил метик, и консервировать. Да, есть какие-то, я не буду говорить, что нет у нас фотографий, в смысле где-то в академии, где-то, да, есть. Но нету собранный в один кулак, сделанный один прекрасный видеоролик и запущенный. Единицы есть Танха-Окер, Танха-Укалан. Полностью по стандарту от тютелька в тютельку восстановили Ялхуай Бау Нашха. Она великолепна. Просто все настолько досконально. Миллиметр Галцайорчи на царе по старой технологии. Специалист, да. Точно так же, хоть и не в смысле точно так же, Гендергнош восстановить и на Шейбау. И где они все фотографии? До сих пор это асдякан татях урша сацасец дякан сурт гинасун кицхамдас дякан сурт дас асам не ялходига укульбас не делают, а дякан да, ладно. Я тоже поделюсь. Моя семья, да, там, вот дедушки и братья тоже имели башню, то есть получается, да, свой комплекс. В Росмардане получается, да, в общем, вот так рядом свой, то есть. Но после депортация случилась, то есть башню разрушили и по камням растаскали, то есть ровного места, вот просто ровное место только оставили, ну прикинь как, то есть башню все разрушили и по камням растаскали, то есть. Ну, это обычное дело было в горной местности, я об этом рассказывал. У нас в Итум-Калинском районе, когда едешь в ЦОПД, видели все по ФСБ, по гранд-заставу. Так вот, насколько я видел те блиндажи, в которых они уже обустроили на этой погранзаставе, все камни башенных комплексов. Они-то их, возможно, взяли и уже с разрушенных, но факт остается, потому что видно, что камни обработаны. Мы не отходя сейчас, это я к тому, что, снимая фильм, мы не можем даже элементарно художественный бор, да, исторический, мы даже о своих башенных комплексах фильм не можем снять. Вот о чем я говорю. Почему? Потому что это якобы не рентабельно.
Но я хочу сказать, что весь мир, если это даже загрузить на Ютубе, Рутубе, в других социальных сетях, это все останется на всю жизнь. И мир, и китайцы, и остальные будут видеть это. Если в ТикТоке Кэшан загрузить тысячу. От этого ничего не станет, у нас не будет, и только больше приобретут. Но войцадеш. К сожалению, это факт. داش اما احوی کنو یاقیت لغود سلا نو احون سای واقعی بیاه کم با احوی گربا دگدیش احون سای واقع چو غیر ریزه تقول احوی کتیاق لا تیارک سنکن وال ودور تیاق لا در اصلا نش قام يالديش بيام على хочуешь бям бац ходишь саатся что ты абсолютно прав в том что ты нас опять же разбираясь в кинопроизводстве с Майлера я встречался с людьми которые делают кино и соответственно я знаю какие там затраты даже из Абрекзели Мухана ляться так как там масштаб личности не как шейх Мансур модер национальный герой شيخ منصور بيرو إمام كوكاز أو أبرك زي المخان في بول إكونوم يأكل لكن он да يتسخر لا أصلا إنه قوي أبرك وتقول لا да вот хотя бы часть этого и правильно ты сказал люди сегодня смотрят художественные исторические ленты они воспринимают сразу информацию через это они запоминают это я недавно как раз подключусь Денирос я недавно принял информацию что в Турции снимается про имама Шамиля сериал где чеченцы вообще бабочсан, но человек часадаксан имам Шамилу, уехила дочсан, да, уехила дочсан, хилла дочсан, короче, он дучу бахала, Турция на связи валорсис, потому что там продюсер кто? Сюли, а продюсеры Сюли как будет рассказывать, которые ему выгодно, да? Они скажут, никаких чеченцев ничего не говорите, вот так. Таран цаякч, имама Чечня, да согласитесь, кино цаякч, вот, ребята, смотрите, было вот так, ответ, например. Что я завершаю, что я хочу сказать. Русская женщина, когда я позвонил ей, продюсер кино Яхкан, сега Шейх Мансур, опять очередное доказательство, даже русские это показывают в фильме, как Шейха Мансура без сознания уводят. И это еще. И сюли, что индуйцы, типа, что Шейх Мансур и так ша'ара, сдаться, не ходини бошек. В русском фильме Шейх Мансур без сознания арвахшушен. Это прошлое Яхкан кино. Я позвонил, я вот так документально-исторически снимаю про Шейха Мансура. Вы не могли бы мне позволить использовать вашу работу в своем фильме Элчен? Да, Ахмед, пожалуйста, с удовольствием берите. Про вашего героя и так мало что снято, мало что сказано. Бог, это понимаешь? Юлия. Вот, а Юлия Дьякова, которая в этом фильме, это, я его уважаю, это ваш герой, Боже. Он не сдался, раскаяние написал. Шейх Мансур мог как бы выжить, но выбрал другую участь. То есть не раскаялся, не продался. Изучим ревность, если босс, что знаю, он кое-кам дукар, историю украл. Я купил сегодня 30 мерседесовцев, Боже. Сумца, короче. Я это все. Я تعامل شواتر социальный шушун это умнахля это почему мы говорим это не просто так сайду поднятие вопрос сайду кечара заурса мы об этом говорили очень часто говорили и много говорим об этом это конечно наша боль это наша проблема мы переживаем за это но не забывайте о важном и очень главных вещах. Сегодня, можно сказать, я могу понять, что могут поднять такой вопрос, типа политически показывать какие-то моменты от маски. Но посмотрите, мы не просим вас конкретно показывать, что мы там побеждаем везде, это. Есть моменты, где, допустим, тот же Залимхан Харачоевский встречался с писателем, когда он его взял в плен. Точнее, помните, по Владикавказской дороге Шаляпин. Не писатель, а оперный певец Шаляпин. Да, Шаляпин. Привет. Шаляпин. Да.
если снять об этом достаточно даже короткометражный фильм, это великая личность, наш национальный герой, и Шаляпин одна из величайших личностей России, и они гордятся им. А ведь такие моменты именно годятся для художественного фильма. Что этому мешает? Ничего не мешает. Хорошо, оставим этот момент. Я примерно говорю. Возьмем фильм, возьмем момент во времена первого имама Кавказа шейха Мансура, когда взяли в плен Багратиона, когда они отвезли через реку Терек, отдали этому пастырю, монаху, Холцера, попу, отдали тело, и когда казаки сказали, сколько вы хотите получить денег за то, что вернули, когда чеченцы, обернувшись по приказу имама Шамиля, ё-моё, шейха Мансура, первого имама Кавказа Хилмадей, он же сказал отдать его и не убивать ничего, за то, что мы за настоящих мужчин не требуем. Представьте, если этот фильм снять, сразу же изменится облик чеченца и в глазах грузин, которых без малого 4 миллиона, и в глазах тех же русских, которым покажут прекрасно, что не продавали достойных воинов и достойных мужчин. И с нашей стороны благородства. Снимите короткометражку. Если ваши креативные директоры не могут этого делать, не надо вот эти пафосы, позовите, я не хочу вот сейчас говорить меня, ладно, обратитесь, столько моментов вам расскажем, про которые можно снять фильм. Великолепные, хорошие моменты. Нет. И Сейнигуации, Ахмад Хаула, снимать, снимать, но шабирш ассайнлош, это что за разговоры, масла? Башлам, но обог, не надо таким образом ставить условия. Не надо. Если не фильм получается, а какой-то, рекламный ролик. Даже рекламные ролики, которые снимались про Тамерлана и Чингисхана, вот эти с черепами, вы знаете, что эти рекламные ролики считаются мировым шедевром пиара? Они вообще 2 минуты, где вы скажете. А вы думаете про нашего Байсангура Биноевского? Момент, когда как он в реальности попал в плен снять. Или Кешнишка Авочхана, чтобы попасть и момент. Сколько их? Про Зелимхана, про него. Ашваиб Мулла Цинтароевский, который ослушался имама Шамиля и пошел в Кизляр забирать своих родственников. Ни одного поражения, которого нет. Да, который пошел, отобрал, еще плюс пушки принес. Я молчу уже про тот момент, что про Бейбулата-то имел можно. Про каждого можно снять. Ну ладно, пускай немножко приукрасьте, ладно, художественная литература вам позволяет это, но с долей истины исторического момента. Просто вот задумайтесь сами. Имам Алим Султанов, Тимур Муцараев, Абузар Айдамиров. Эти 3 человека описали один момент из нашей истории, и 2 на протяжении 25 лет, и в плюс в Генеральный штаб ООН в Нью-Йорке рассказывают об Байсангуре Биноевском президент Грузии Михаил Саакашвили. Благодаря Абузару Айдамирову, имаму Алим Султанову, Тимуру Муцараеву. Один случай. Из-за одного случая в Генсеке ООН говорят о чеченцах. А если бы было бы 3 фильма, а если было бы 5 фильмов, разных, невыгодно? Конечно, невыгодно. Знали бы нас с лучшей стороны? Конечно, знали. А разве после этого не стало бы больше? Ладно, возьмем экономическую подоплеку. Вы думаете, сотни тысяч не поехали бы посмотреть на пещеру этого Зелимхана Харачевского, на пещеру, где жил Байсангур Биноевский, где был в свое время Бейбулат Таймир, где сражался Шуайб Мулла Цинтароевский? Вы думаете, сотни тысяч туристов даже из внутренней России не поехали бы посмотреть, что же за личность и где этот фильм снимался и как это все было? Это миллионы и миллионы людей могли приезжать после этих фильмов. Но у кого не работает черепок, а который думает только хайпануть и своровать, он не будет думать о дальнейшем. Фильм может и принесет какую-нибудь премию. Фильм этот пригласит сюда тысячи и тысячи новых и туристов, и миллион. То есть я имею в виду со всего мира.
duqabesh dambi durbu üyeş bas ve turuş ha ho dünyanın ve alsam ve dumyalha ve bahka ve mu aşk ve gılqş ve hungoy har nokçu mer şey харишун qitwan boliter başon qayun qoliter daçun. Башлам, да запусти стриминговый вот этот. Представь, про наркобарона Пабло Эскобара, этот Netflix снял сериал, все, на Хейрберсон отзывщик, его могилу посещают, я не знаю. Конечно, запусти, я ж тебе об этом говорю. Ты бизнесмен, хочешь деньги, запусти стриминговый договор, сделай с ними и скажи, вот историческая лента, давай крутите у себя. Хочешь бизнес, по России кинотеатры покажи и так далее. Молодец, Я же говорю, это все можно обернуть. Мы же себе хотим видеть Дубаем, туристическим раем в России. Да, но для этого самые в мире известные государства, куда ездят больше всего туристы, это экотуризм и исторический туризм. То есть наш город, это удивление может быть для каких-то российских городов. Но для всего мира и людей, которые живут за границей, которые ездят там к Ацтекам, Майя, там, пирамидам, другим местам, они хотят видеть что? Они хотят видеть башенные комплексы, сигнальные башенные комплексы, жилые башенные комплексы. Я понимаю, что у нас есть Хуай, но Хуай мы не должны ограничить. Хуай — это одна только, как говорится, географическая плоскость, где природа выглядит таким образом. Там скалистые, там это фактически там никаких деревьев нету. А какая у нас и в Тумкалинском районе природа, какая у нас в Галанчевском. Я опубликовал я опубликовал в газете еще со времен Ичкери 97-го года. Приезжает швейцарец, дает интервью, его повезли в Галанчеву, он увидел, говорит, вот такой красоты, неважно, он дал интервью, он сказал, такой красоты даже в Швейцарии нет. То есть в Швейцарии своеобразная красота, даже у нас нету, в Галанчоже. Я это опубликовал. Догадайтесь, что написали наши подписчики Нохчи. Ну, он, конечно, преувеличил Швейцария, а что круто, модай, дудель. Ну, Швейцария, извини меня, туда такие деньги вложила. Если бы половина вложить этих денег в Галанчож и Тумкали, что ты знаешь? Толстой, что говорил? Да, Толстой, с женой он переписки, вот это письма Софьи Миллерицон. Та была во Франции, Альпа, Гуняден, что-то она там ему письмо написала. Он ей в ответ написал, ты что ты говоришь, Софьюшка, ты не видела Кавказские горы, Чеченские горы, ты не видела Чеченские горы. Это вот в письмах у них. По поводу, знаешь, свой цель, сейчас не буду имена называть, кино, что я был как-то на него подписан в Инстаграме, что-то он там, что Москва, это съемку, что-то я ему там это написал, а что за фильм, или что вы снимаете, что-то это. Он потом, видимо, зашел ко мне, мой профиль, фотографии посмотрел и пишет мне, Бача, там у меня несколько фотографий в машине, Маша, вот там для съемок нужна вот именно вот такая машина, туда-сюда, ну, только заплатить мы не сможем, там, бюджет, ради бога, босс, он то видишь, заплатить, да, говоришь, еша, аж я говорю, подъедешь, а потом, что-то там он мне там еще рассказывал, а потом говорит, ну, если ты хочешь, чтобы в фильме тебя видно было, там, можешь там заплатить, такса какая-то, тариф, что-то, все это саунды, что, понимаешь, ойл муют, еще пока из коммерсант. Он хочет на халяву машину хочет для съемок. Именно но съемки нужно заплатить, Бая? Да, но если ты хочешь, чтобы тебя там за рулем, чтобы тебя видно было, если хочешь, там 50 тысяч марок, что-то там. Смотрите,
если еще один момент, Амад, как раз Амад. Но представь, если они говорят какие-то политические моменты, можно, нельзя. Мы знаем все Безрукова, да? Не Безрукова, а этого актера, который зачитывает Валерик Лермонтова. Как его фамилия, русский актер. Сейчас современный российский актер он до сих пор. Но в «Бригаде» снимался он. Ну, который подвисели на кости. Безруков? Безруков. Да, это Безруков. Да, вот смотрите. Великолепно человек рассказывает стихотворение Лермонтова «Валерик». А представьте себе на секунду снять об этом сражении фильм. Але Башлам, нес минут 5 назад, أو شوية فرصة شوية ملاحظ ووليركي هدور شينا حباقيش совсех ичкери удальцов бош حباقيش меня чохали резали Я вот, ну, это говорит о том, что мышление у нас с тобой в одинаковом. И таких моментов очень много. Если вы думаете, что нечего снять, нечего показать, я еще раз говорю, главное... Да, Башлам, снять много что снять. Снять очень много что, никто не снимает. И тут Сахум на самом деле. Снять очень много что и снять, но никто не снимает. Так что просто возьмите. Нет, ты знаешь, зря ты так, Хазла, история Чечни, зря ты так говоришь. Порой креативных людей не так много бывает, а денежных людей бывает больше. Ты зря так говоришь. Да, почему? Не, вообще, креативный человек это не обязательно богатый человек. У него совсем другое стремление, у него совсем другое мышление. Но ни один креативный человек не хочет, некоторые, по крайней мере, я говорю тебе, из российского общества, бесплатно свой дар терять. То есть, если тебя приглашают, если тебе должны быть какие-то условия. То есть, если ты говоришь про историю, говори, вот это, убирать нельзя. Это касается нашего народа. Там, как они сидели, там кто-то подошел, чай попил, или 3, 10, там лошадь упала, хыдык. Это уже остальные моменты. Но общий сценарий мой, я прошу не вмешиваться, сценаристковик составить. И что? Это намного проще бывает. Прямо много моментов, мы почему избрано с Амадом говорили об этих исторических моментах. Есть моменты, которые тебе не дадут снимать. Почему? Потому что, в истории это не самое. Допустим, тебе никто не даст снять фильм про Ичкеринское сражение. Это однозначно не дадут. Это как пить дать не дадут, понимаешь? Потом, если можно, я поделюсь, я еще давным-давно хотел сделать одну такую тему. Ну как, не фильм снять, а через там этого снимата, то через через компьютер хотел сделать такую просто короткометражку про вторжение Тамерлана, то есть в Симсиру, то есть, да, в Симсим, Малане, то есть на Кавказе. Есть такой фильм уже. Не, короткометражку хотел, через через компьютер хотел такую короткометражку сделать, то есть по-своему дело, там не адрesa, времени не было, там месяцами мне это сами лабутуешься. Просто район, дело, моментов очень много что снять. Просто возьми, вот как погиб Пасунтур Пиновский. Просто, когда хотели его повесить, то есть специально выслали пакистанцы, чтобы рассорить два народа, то есть и Пасунтур ты думаешь, вот ты сейчас реально наивно думаешь, что тебе такой фильм дадут снять? Ну дадут, конечно, пацан, не дадут, конечно, я все прекрасно понимаю. Нет, вообще, папа, просто, я говорю, моментов много есть, я согласен с тобой, Послушайте, друзья, братья, подписчики, послушайте. Мы сейчас говорим о каких-то моментах, которые не будут подвергаться цензуре. И нужно понимать, есть какая-то национальная политика, мы все это понимаем. И не нарушая это, можно снять фильмы прекрасные, исторические, о которых мы говорим. Встреча с Шаляпиным, Маслабас, Шейх Мансур с Багратионом, там и остальные, там Валерик примерно, и остальные. И самое главное, в принципе, ты можешь и Безрукова того же позвать на этот фильм. Ты знаешь уже, в принципе, по сценарию работать. 3, 10, много чего можно сделать. Но, опять же, мы говорим о каких-то идеях, которые есть, и говорим о реальной истории. И говорим о меценатах. У нас
давайте для себя примем одно. У нас нет таких меценатов, и мы озвучили проблему, и, надеюсь, ответили Саиду. Почему? Потому что даже, я вам говорю, элементарно, если бы Ахмад хотел бы сделать свой проект, я Ахмаду это сказал: Ахмад, у меня этот проект не прошел, потому что я за определенное время не смог собрать эти деньги. Примерно Бахаса. И Ахмад, если откроет даже тот же сценарий, он будет ждать долго, и он тоже не соберет. Почему? Потому что у нас в культуре, а знаете, кто соберет? Я вам скажу. Руслан Бузуртанов, Артем Плата, Злой Грузин, Даев, Красный Горшок, Хан Нуцалхан, потомок всех Нуцалханов, есть там такой один, который там. Если они захотят собрать, они соберут. А мы сможем? Нет. А знаете, на чем мы сможем собрать? На кикбоксе, если он чемпионом станет всех категорий, на боксе, на ММА, на UFC, на Дубай. Вот тогда все. Тогда собрать сможем. Вот. Я поэтому говорю. Вопрос на Магадари. Режиссере. Co isto értetlen kinojaksoltak. Ahmad, kino gyógycsin, itt EU-hom játszint, a digi okshol kinosan, исторический киношный, EU-hom humno, и сучок ваток, Isto рассмотрит дальше, и таусишь волчка. Лежай, не перелился. Hausa рассмотрен сам проект, я был бы Ахмад. Ali, Madrid Al. То, что сам проект. Ахчахтер. Вот и он главная проблема. Так, еще вопрос. Вот когда Ахшня Терхович. Алдаш нацак и язык Ахшнц лучшее кино. Адам Тингхауса впечатляющая яркость, и он Ахшня густо суртя. Да и рил он. Та рил гойч, да он besser, та воин, stand он левай ногти, тем духош гойч воин. Ich dachte, он та Эгенцер, да на хаусер будет нет, а ich gesagt, и цахлеретер яхнил кино, а гертерцом да он. Умел гертерцом. هذول وإنت كرتميتراج كأخشى ناس بعضنا ريجيسور خلص هذا كرتميتراج نوع فيلم برشيخة منصورة قيد بيسنا قلنا نشوف الإتقدال أباجي اسمعنا غاز كشتاني بلوت ده تواشتو قمي عضوي خلص ويتعلم هذه كاستيوم شاق إيجن خلش نأبروت مينوس دو театральный костюм Эрду хукшо, стажима квартал, стагвацу Эрду хаун. Да эти люди взяли с театров, короче, какие-то костюмы, которые сверкают, и сверкают-то дешать, и наоборот изношенных лещу. Und als inacha землепахар шалмабай на войнохчик ам духуабер. Тот же обрек Залимхан был земледельцем, например. Землепахар. Я не хотел быть обреком Бож. Письмо Мадейцу, я земледелец. Вот, да. Соответственно, блестящих черкеш хлещат. Я думаю, сразу это костюмерная театральная постановка. Но сега духом, что опять Башлан Смайлер, когда я снимал, например, короткометражку, Шейн Мансур, известие, Надавелла Баха и так далее. Например, из-за хажла костюм штеату предоставит нерон бесплатно. Актер духуабеш сатвешдует там за малую сумму бахкин барон. Сатвеш вообще яцабат он. Несмотря на это, с цан шит сахтаякро иштуакша 90 тысяч алилерса. Я يلا цан قدرنا قيتي عليه مثلا بشلام سألشنا لارسون это просто действительно минус худу в плане кинопроизводства там стагу хаве на студии еще اشك سيقرر ترواتشن هقل اخ ملا اشديزو مثلا قميله انا كرتكميتراش كيحقريو ديجي دوت اخ راح يتسالى إيشنا خاوين بعد قميلون هما يوتي متان ليش دول يميتدو أح دول استجنا كينوان تيمبولي أو شيء صدق
И, соответственно, например, вот я рассматриваю, оператор-постановщик московский, за один день работы, 12 часов смены, даже не за полные сутки, 75 тысяч рублей уйдет. Кино я отвечала, обычно исторически или 2 месяца кино. Соответственно, шеда, грим, костюм, у тебя все подготовлено, тебе осталось лишь снимать. Сценарий, все у тебя есть, поэтому локации разные у тебя уже есть 2 месяца. Оператор с бахсует. Смотри, я беру 75 со скидкой, а так он 150 стоит. Хорошо. И выходит 4 миллиона на одного человека. Это еще. И гример стоит 6 тысяч в день. Хотя смен, что посменно была на кино и акцию. Это смены, ага, 50 сменю, давайте не платите за такие деньги. Если у вас 50 смен, по российским меркам, 50% акция. Ахма будет абак, камере, ла, техники, ла, халуш. И шейл смеет, что играл, что и специалист, что кино и акцию. Цель номер, что играл, цель номер, что продюсеры там. Кино мой акшадага и систем изучить бинду войн ушукинца деньги дух мане алабаксу кино я когда был специалист хабака шадак дега доштуцика интезели мухлата исторически аурас камел диашена хашенаха البشلامس эльшин алвасо политический аур дари многие режиссеры сразу добавили сценарий дагачил тягас режиссер жбуй отказаться полностью. Ребят, вы что? Мне еще надо дальше снимать в России, боже, это никто не согласился. Ой, проблема, вы гашен, ой, нох режиссер сакиба, ой. Ой, да има до санерстак хавалина цунгбабайт ля вайн цауй специалист сакиет, вайн цауй цаа опытный сакиет, хекал дош сакиет. Амад, ой, режиссер. Машан бесплатно я лоря сняться дала артариф ёнош бош бук дольш да архивный документ Горького бережет. Это Богом мы не доверяем нашим, нам бы, короче, пригласить другого и вот слушать его. Дух. Эльчи, да где анчи? Снимать фильмы из это не с Амаду озвучьте. Не забывайте, что сценарий имеет огромное значение. Это полбеды, чтобы говорить оператор. Да. В первую очередь главный сценарий, да. Сценарий. Ознакомиться с сценарием. Это не снять комедию, исторический фильм, снять там свои моменты есть. Поэтому мы все это прекрасно понимаем. Но опять же, снимая даже короткометражки насчет костюмов а-ля Эрсон, не забывайте, у нас там, чтобы в красивых костюмах поступали, наверное, это будет максимум 1 человек. Это Топа Чермоев, если про него снять. А остальные, которые снимали в одежде, Тяйл, Духар, Цани, Кур. Единственное, насколько я знаю, про шейх Мансура говорится, что у него было очень длинное зеленое Чалма? Да, чалма вообще Тяйл, Духан. Как просто накидка. Накидки. Да, накидка. Оба, примерно, чтобы было понятно, я о чем говорю. Вот у него считается, а так у остальных, у Бейбулата Таймиева, у Шуайб Мула, у Талхигама, вообще Пекар Хилла, у Амада Автуринского, у всех, даже у Байсангура Биноевского и самого богатого и лучшего было только оружие. Остальные вещи у них, если их нарядить и делать им макияж, татуаж, пирсинг, хумшявы, индия, чингачкук, они в основном пещере, что асбал, нех, тир, худухар, херду. Вайн масана гина, хасу магамадави, виншхайн, ацон тяхохум шхалагина, тука большан. Вавилинул, винул, зелимхан, харачевский, тяхохум шхалагина, вайн. Я бы не сказал, что они прямо, их костюмы были. То есть с этим, в принципе, единственное, что я Амаду на будущее, мало ли, что-нибудь в жизни случится, Амад. Есть такая поговорка, особенно у модельеров, ты слышал, думаю, дьявол скрывается в мелких деталях, да, и что.
Поэтому, если вдруг у тебя получится, я прошу тебя или кто-либо, если вдруг будет снимать, если мы доживем до этого времени, обязательно нужно уделять огромное внимание, вплоть до мельчайших деталей, одежды, которая была на наших героях. Потому что это имеет огромное значение. Я помню. Да, вообще консультант, историк нужен, консультант полностью. Вот Заур, я-то согласен с тобой, но у нас есть такие историки, которым позавидуешь. Да, я историк, консультант обязательно нужен. Единственный сохуалгачвар из яшхила момент яшхина у нас был, ты должен помнить об этом. Помнишь, у нас когда-то поставили на национальном телевидении, был чувак, во всех новостях везде показывали, он оказался то ли натухаец, то ли шапсуг, его показывали как чеченская национальная одежда был, гейтинг. И кто-то додумался это напомнить, сказать, самдол, даже молил бы пал но это было буквально даже через год или 1,5 года, я не помню, приблизительно так. Поэтому каждая деталь, которая есть, ботскую обычно все говорили сюликуй бу, шуайб мулан, бейбулатан, шейх Мансур, бот холзеркуй бу, ошбол, суркуй олсон, бот стин хилбатсони. Ой бакчара гуртарат сунаха сюликуй ошхлау. Ой чара и Махмуд Эсимбаеви, Абузар Айдамир, он он дакикун что халфича. Ишкун шибица хилшун национальный герой что хулчхена. Адо хакердо бежниш үстриш даже был чабанши кунш хазам хиетиш квартя. Но ой иду хаш ли ваша хилла исторически описывать версию саатигина танам любой поворот заправки халуях киндуешь еще как неше ногти кой бой хабиби кой бой ахон кой бой бошлач цундера я что имел в виду сайз ЛГ это имеет огромное значение и она обязательно должно соответствовать. Да, оно должно соответствовать, оно должно быть, который зритель смотрит, он должен понимать, что это изношенная одежда повседневная, которые были, кроме свадьбы. Там консультанта, момент шелеса, свадебный должен нарядить, да. А так, если ты берешь театр костюмы, все равно гуч долез. Мундальч инаха мауна башламен дейна темш бяш хордин шей буал бяш костюм сверкает пеш мацелезе и там наряд халлакцель по праздникам таюш там свадьбы и так далее. И все. И то массер хилаят из-за. Да. Я почему говорю, это, кстати, это передалось еще в советские времена. Если думаете, что даже вы совет, вы даешь и духой, лишь больше она и вьюча тези дикнагони ошум духой, дикнагони вьют оли уаюли мясиш яла, тир духар дала, кетер яла, куй бала норковый, костюм хэч дала, лерин и тоха кида дули шифанер чад лахтуаш кулари. Цундер массухена вой творкаш вахумшур вой сахила вой мялберч мискалаца бас допустим тапчермоях лахтвой эрдас орчермоях алвой эрдас цундаче это было знать, они имеется в виду причем не бедные были. Я после уже зажиточные, когда начали восстанавливаться, да, УСД дольше, да и Бог даст, что бомжи санхила Бог даст, но Ирил хумждо цару cie макасенчуах, кай наскишуах, шляпнышка синвой цацалела. Духара и обязательно нужно знать, какие цвета. Я не знаю кто, но в последнее время целенаправленно, я заметил в интернет-пространстве и в Фейсбуке, очень сильно продвигают, чуть ли не каждый второй, что национальным флагом у чеченцев был красный флаг. Я не знаю, откуда они это взяли и кто это пропагандирует. Почему-то везде чуть ли хинс хадуичтеге плоть они уже начали говорить. Башла. Те бэрхлах, те дуду и ичкеринское сражение, это аской софтуковый. Рубо. Это и свой или не бэрх, если дуис.
Я хочу, чтобы было понятно, чтобы люди знали. Во-первых, найбы, то есть общества, которые были, будь то Астхоевское или Терлоевское, или Мелхистинское, или другое, обычно каждое наибство имело свой цвет, что хайт башун. И не у всех были они красного цвета. Рубо зафиксировал только один из флагов. И тому есть подтверждение. Из тех флагов, которые были, насколько я знаю, в грузинском загажнике в музее, то, что фотографировали, Жамбулат Умаров сделал, там 3 или 4, если я не ошибаюсь, разных цвета. Это из тех полотен, которые сохранились. И они не все красные. Поэтому Рубосом, конечно, он может нарисовать, я не спорю. Почему-то, получается, самый богатый Хазбуас был Сюлиш максимально шеймасу манюка пиартия, что хочу, типа газоватый и байрахер, массу сражений, что ты хочешь будешь именно зеленый байрах, ты хочешь царь, я аж байрах, ты хочешь царь. Ну, не факт, потому что зеленый аджи, у России был триколор черный, желтый, важуертин. Черно-желтый, каза-амерцин, мяцин. Это во времена еще Ермолова. Уэчер хилил стяг шайнс хаюцвай, масла ташу хаджи байрак, киши хаджи байрак, посмотрите. Или белое полотно с красными звездами, или другого цвета полотно. То есть я понимаю все, но шадик однообразно зафиксировать на массер ербо, что гениста. Мне Алруай скинули, мне Уарской скинули. Мне кто там еще из ичкеринских, еще 3-4 скинули Хартхабайраку. И у всех красные флаги. Из-за того, что увидели где-то красный флаг на одной из картин, это не обозначает, что оно было у всех. Вели байрак бьют, я шаадат дин. Буин халат еще. Из-за ночи маталь, дах басаю, бьем шиштан баса. Сорту ахат ахватил метрон. Сам Бог худу и массанвай ладуш почан хазит Бог что оси. Не надо всех под одну гребенку, потому что были Петроглиф шагайча, шабир шейшей разные олваш Петроглиф, масла свойча. А когда вопрос заходит до стягов, чуть ли не у всех, или вайчадиш, получается, если у 80 или 50% были красные флаги, тогда должно быть, у всех были красные флаги. Исторический Бог дусами. Сунде, раз этими вещами, вот это обязательно нужно учитывать. И в знании истории мы как-то перешли аккуратно на и фильмы, и исторические важности их обсуждаем. Но на будущее даже айхулец, раскоши, форме, хумши, виш айн малу халицер, шейла золотыми пуговицами. Но войнига и детализировано, максимально. И я хотел кино шери, духово чара, масла, бойс хара сюли куйби ахлела орсун санамехтят сахайза. Я бойс хара чабан сахалла истриштажуш. Саумат сабах, асинц принижать я сабах, истриштажуш, беш, оборти сон сразу хадис дейц мобилу, асит сабах сон. Но асбол масла худушу прекрасно пьет, истрах бежный даже нормально нахбу, но уайтер дуахар дуаха. Зайдите, до сих пор в интернете есть достаточно картин, где в каких одеяниях были чеченцы, даже в 19 веке. Бакр Магиневич, Сунчуладук, старый Ажа, Маграфи, Гагари, Ницердук, Чуакунш Хагушту, Нокчиши. Единственный, и Куйбек Сунхайнгина Хаун, Мелхистинцы Элбу, Мелхиши, ну цер дол кварта дол, и как и Куиншдари, абсолютно сюлищер ахтердацкуш. Вообще. Дерзкий ведутер, страшно дерзкий. Как имел лукляч. Бады тердухари хайшун бады гисанц гацанц энхум генитиш алхиш. Ну дата у гершум юшит сертир кунш гижа даже рахвал борста кирлуруш. Эксуал ба Хакаринцо и то хаке, утюжокё, покрасить больше шурулк эйку и хари вожи ашулил, да. И куйнам шиемах, ела чу куйн цани дук хазнех сан секрет хала, эт куйн бо гант адилла дулли карч лилош хала, и куй квартер хабок шанет это ауден и гадух даллас. Специально лилош, кидек дош, сундук умаду, дук мааш маду, авай любой ва чабани куй хаквет я. Инсун вайн дагдоша 1998 год, я ведан квашта, итин я халер чир.
وقت جيمتا جولشينا كوارت خمتو أحكوي باقين تو إتجوينا كويت أقردين شنت يقع إتخان شواحشت كيجي بغرقناخ شدايدا إشدين تخل جيري تيرخار كوني تخل تير كوي باقرة هنستان ويدوش خزداتا خيتي أقرسان إش تقينا سميرت ميتلق سميرت إلي سميرت إلي Выстрел благодари. ويستل Имам Шамил Хилбал, имам Шбук, Калгар, Кибеш, Тесюч, имам Шбац, Найбшбук. Ну и пшал, этот, Нисбо. Тесюч, тут, вен Масана День, Дэх, Нахердуш. У тебя кверда, метал кунч, бухтер, духу болчер. Хаба. Батсон. İkunç dertson. Suadu üzdü kadar. İkunç dertson sen derdiş. Da gorgidol da beş oni kunç. Lekudol şunu mesel kunç duk tekverç da alredetson da. Lekidol. Dal iz iş mudo ayon as olon. İş bekini mesel kunç deş buy ins deş. İş duka beş süli bon. Nayb işte bu xena duka dol kertin işte süli bon. Nokçi derkin surç ezgdon. Hamza de Elxigi terkunşa üstad swokna din duş ni agar swokna üstad nu iş liqido ni hinsan Muhammed isim iş datsech просто красный цвет я теперь передавать яш хаузин üstün qiyet yas boştek iş liqido подчеркнуто и самодеризм горгидо эйдел kunç да абсолютно верно Чолку и толтуна пошла. Чолку и толтуна. Ol kırdon asam bogam asam. Жанку буюз. Замку. Чолку и олхадокса. Iş masitdu iş vayçel khil. Це разные формы еще, но asbog худу из амадик дискларис история алва. Хагай дул дер бог дусе. У нас они все разные, а у нас они все являются чей каждый чуна чей изюминки даже от района зависит это. Район тин қуаштуй самметке самке пархала ухмете ухке пархала еще асбогом худу но отличие масла сюли чарах отличаться дяшхлай онки чарах отличаться дяшхлай иштихум единственное совпадение что на это да кстати и черкесск ошуп буркери сюлиш бурти олмас сунцунах буртума олцарсунах олмас и теюшега олмяти чо да дич де Вертуй и верт наша дяша самый лучший лоша вайт ногчи чуа дяш лош душонж. Цундера и совпадение юй хунядин черкеша и бадачон из дукадеша еще в 18-19 веке истанг дяш хана описывает дяша историк сам дик бург нашашил меттига бург шашил меттигша ой ногчи чуа лош царс я масит тананисте ласей. Ладуа башла. Хава чочак бол верт ниш чаниш нахти чуа я схлыч о иштарде лугар туалаш лош галга скитер ичо курлош хла ихилер ал мо биеш хару بزرگ هذا ما بيش شو بخام بقدر شنو عندي برش احتياج بش ضغط شغل يزبي قال هم تخلش просто цунуду аон бакар царна на самом деле индийский национальный адес гацаги дацар عندي национальный адес вообще теряс войчу يهون بارخان تو Николай Гюржи Махкуочхена عنده بلاسيلي بلاسارة يتعكتر شي حتى صوختن أخ إيش تنالوش جو تيرنش درش بأخوي هون هو تحتر يعني وقتي على زين تأخشي قربات ويبالد لهم ديش جمال صار خلاص يوشع تستني سوليز الدوق ده تيلرتوي شيء قد يقوش عند المدرسة نظام чисто от себя تعلمت это question мудрость красиво не соврать историю не рассказать да дука историчка хадюч гойч маду историч ючар язычар нохчича ехил производство хил и дон ел хил именно и
верт наше киолума иштона эрзиммак эрхедлукдон цигатан очатан хагадери чодона бакай биш 3 жыллык юмчу итаби дона ялка işte tarış kinjal şey masa İderge okuduk masana şaşım duk yaş geldi. Ецер, шаду, вот сейчас вылетело из головы у меня, вот писатель, ну, описывал очерки вот тех времен, именно нохчу дугары, шальт наши, герда, нохчу дюч, и нохчу винчул теахиру, салты ляшало, вообще леч, и толкуй, он герд, койш, вообще леч, массы. Даже после своей смерти, что он убивал еще несколько солдат, которые над его трупом между собой дрались за право обладания его оружием, его одеждой. Александр Димас, отвечает, смотри, один ногчи и ногчи Словинчина, Ценгерзу, Вокович, Даре, Дюшна, Херза, Дешредубы. От vertaalēts derēs verte toplečs сахелцунах о вертш дешхел этас от заманчах этот они в 40-градусный мороз, если ты в него закутывался, держал плюс 3 градуса тепла до 40 градусов, не промокало. И воины в то время в Кавказской войне, выходя из боя, снимали бурки и стряхивали пули. Топ лечь цахелцунах, турт лечь цахел, шалт лечь цахел. Еще это своего рода не просто одежда там или тепло, это были доспех, это броня была. Как амуниция была. Да, боевая защита была. То есть ты в ней находился, ты абсолютно неуязвимых холошел, это самое. И верта от куйнал челку олар, от вертнах именно что выделяет тур, что просто верт даст бог сам. Чочах был верт тур угр дикнет бог, что на тур лет туакца хет бог. Шиум душон, дикник душона и цахума шукхаттер душон. Шундак доца дохор дуайзадно. Дикник худон эльше, уэйна масалла Ибраим Сиддин вала ютуб чахуду эльду, уэйна дюл сахту, уэйт эйворста гаши нохши, камши нохши истории. Да мукш мештахтуэль. Асбоку значит, что шей хомана док лыш юш дохшвы душон. Ютуб чуамялу цасу, но айок чуат эйворста. وهذا الدكتور يوخل مطريو بسلام صبر دي يوخل عصر دوي سأتوا لعجدي روى دا وقار خلبك خويا رزا شوق سخطر شوندك دوتسار سون زو تخيور دا سون بقى شاردياش حلقة كيشنش تحوش وستقى اتفيرتي يقوي اللي دا حرش и связаны, и цасун 100%, и цахума связаны дуиз. Мил верта нука харчва штахилам. Мил цабах, мил цабах. Ну, сун бодик дич, уже сунгушхена, это уже был 20 век. Но в основном дело, что гвертер, я плед, я царь, я куза, бацар. Башла, что очевидно, хинзи лил мадуизм. До асбах, и цац бочар сохранить, и цюна, ما عنده إيه شو ما عنده يخاصون إيه ما عنده ساوي شو это ну насколько я предполагаю так эстан так он гадабок школок от вертант веркант это барам те дахваш это вертатос. Ну, из надо нам узнать и обязательно запомнить. Хаус, постарайтесь узнать реальность. Потому что, насколько я знаю...
Катя, потому что и сохранить надеюсь, что вы обязательно. Hochschule alsım dötçür ve das doğruysa sahum görçürdəli ala alsun taşıbu talsa tezətlə ötrə şola xoloşdina işte baqı çəti aşı ötrə ruy qozu içəri dağvertin indir bir bu ştaypın bunu şta baqı çəti vaxışın mələ alsın hum xatsun çaşta yazı yiş və sahdə ladətin xəbər və orada olşdul hum duy İtiyant yerdu diyecek sonuç ahir dağıtırız. Tayip niş tam delçul yaha. İgar duy tayipın yuqar. Warol kant wala havoş. Hayt ırx gar dolu migbartu iş dolu aşılı. Hundu bahan. Gowşi gergelu yer iza tanistalit نكرت بحنا حتى يبنتج ودايشتو شير زامن على يقول يحكن دو باخس حتى يبنتج بيش هون شير قوديش حدين مسيت ازردو تيبن شير تخليتم حتين خول ورخ دادير وحوخ شوي ايش يقلور شخلا عيو شخنا اشتور شخلا هين مصلحة قنوة تعبير يزع تكربي ان قنوة ويل ما تخلي اتستجتين خول ورول ديت اقاتشت ايقاردوي Эсгар холтаге юш хлыч ю по мужской линии, да? По мужской. Тут ерду бах и ворол да бог и ворол да вышел я хаброл ла хай хагар дулу бою дулу ашхла бах гар тайпан гар бах шунаш. И чиран юқидо шатса хла баролник. أخي هدو باخ اتسومنت يا يورول دات آلرخ يوردا بان تسويز بوغ دات باخ شيت قويت بريت غدات إرش خوش دقا خوش هلا باخ دلع يجير همان يقر بارن بوي يوردت تعمل خل تابع أخبار شد عقواتش Ну, с 25 ложек, 400 лет, дон и плюс 375. И элерсу шена цунчо дух إيش ساعة هم دق شوي بقيش ناس دخ هنا وشابه إسقاط عمو أوستغذيسون ورا دايرة دسلوني حيال يرحمهم دات بارختو يقولوش معنيش دو بارختو تو مالا جوز ديتر إنسان ورا دا использовать дальше это ورخا دا يقش ورخ دا وش وجنوخشو علاقة هنس любой умец ورخا دا коч لو بيخرش на самом деле أسوندر مبا اتويرتنس ديك دلا يوردا ديك دلا قيدك دلا شيشوي مخشوي الر قيدك إشاء مالدك خاخوش عزف فيكسيروتين دعايزين واحد سدولي يتورنش دوش بالنخ بوي سارة خزنيسن ويقير وي قام دو يقير يقبعكن شارة خلص غير دعاتوش إمام شو اللي بروستا تاكبول مو بس قوم يسود عكتين إلنا احتمال يقلا إمام شمل حاخويل شو ألا أصلا صح ما حاخيل بقيتش إمام شمل قاستنا هو ألتون تبي زمان نسي داتي واحد نائب أحمد أفتورينسكي تيت الشغل نائب جونورسكي يسي واحد خلق تان واحد تو خواتي بنزل شبوي وقت شو واحد شيء خاص إسان رحلة شيء وعادتي بلا هما دول تو خواتين دول أوتش سدياشي خاص خلال خنوق أحد جيتنا جيت عواق كنتو استي نائب أوتشر на то гены орсайзасон Ахмад Ахмад отличился, считается, среди них. Это единственный человек из наибов, который посмел против имама Шамилем в шиитском суде и выиграть. И хударган там была причина, что после смерти наиб Вельчу, там оказывается изъятие шулок имам по указу имама Шамиля. Если я правильно понял, то ли зимний надел, то ли что-то хаякна димбошан дайолич. Там до спорить на шарка выиграть. После этого вдовы и дети сироты, которые оставались при том, что было осталось от их отца. Вот цундра и цу ала хаяк на винчутя цунисин до хумдуй дисин хум бахам блац хаяк вот шарка инис شرق إنيس تخوض إمام شامل ذكر ذات من قال زال دكتور конкретно إمام شامل قال من عيقة نقول يوكي إمام أعمدو
شام دبط دي شيء دا يوق شوين دا واقنو اللي افتوس شو حيحسبوا غليخ شو قاعدين خزيون عمرو ايه خزه سمبوري اللي افتوس كيخت على شو ايه اعمل ايه قنقو ايه سدو ايه خزه سمبوري ايه سدو اذا السن شو ايه تو اتاخل دوي ارا دوي برل تقاش يلغريشي سوشن سيو شو يحصنا خ شاد يشدنا شيء شو شينا ح يسمن تسياس بان شو متي جلسون خلو تولا ايو تفيري ايو كلو جلسون خاصه اي بريغرات نكا شو ازات نسكلا تصوتون служит я школа شايك بريغرات نا شور уже شا حياك نيال شو يا ح يا تعطبو كان بريو كراش ودو يزودا يا قي تشوتشي با خمس دعايل بو تعطبو المشت شابو با خم بريغرات نا ارا ولا يا يسقى كون بس то, что говорится, короче, пух дая кач хлопай, цат почат ирхвал гаш вол, лай цат почат. Ну я ветит хлопай. Так, точно я тадакай. Это ха сун теннис вел садо бошлей, садо шуйцашей язина, но садо мисер би бошлей, тейпан эстан шоу гейнера, хизре хадо что хал урми тяхина хлош. Дойкро, сал хлош, албират. Дойкро качей, дойкро хлопай. Я нахал, усинал кала. عامد بنقول غلط بعد تمانين زودي ما تطويا إفنيجون هقوا حاتوا يو يوتشير كل حالة تقول حالا ويترس الاستعارة تيجي تصنع يعني صدي متى يوتشير أي توبوش متى سوكلوس يرجع تسوي متى حاول لنا متى نسي جا يتشقواس والغاش ولا شيء ترى يوتشير غاش حالا ويترس التوبوش نسي يشوف إيش الهقوا شادق هذا عادي سنشي داخل إيرن دوشي نقول داخل أشخنا سملو شيء خلوا شيء تقدر وريع سنة تكتب أحتاجين خلوا الشارع شو أنا شو ميلوز يوم شامل وصلوا شيء حياة كتير أولوز حياة كنا تعهم جحال سيخشى أخو بعد دايلة تعهم سيوش إتجا وقشي دوات دخلت شو تسونا إذا فيكسيروتينا إتعصور تدودين خدوجنيكي فاميلي دك سيوسون شو بيجو سدون كيرو سدون سدوس شتلو или было шетло это да что толстой он хай банас что толстой кен канту мясо Франция ютsun техи и канту ладини ну толстой прямой потомок هو грибс фракцион из тамы мир музей يشيو вот тамы инха короче позар первый канал у масарани такая да сатуя Франция вал и исторический хах ёлшихен короче толстой и четвертый, хули пятый, хули, so in zdegelse die spüch махили потомок и вот акоксадо мисер биви то же самое пятый или шестой потомок был. Хохуна юце садою це фамилия мисер иши олшактуа. Ой оши снимать я убиватлош шуда динай хакара короче таварианты наксар обменяться дер. Дин кина из-за ерсуна яхен. Ну, короче, в любом случае, это интересно очень. فعملا بشلام شلع بين خسو خاوش خلبو يخسو أبو زلم أبو زلم وكل على أبو زلم يويت سخينا شلع بين كربان كده تجاه زاوية تقوش خل شختير دوتسو بوري غالوت دعوش دريالسكي وشيء إلنا تفيسي بتشور من أتري حواش والله سجعني ماشي أنا نسأنا ليوتين سوينا وجه ماشي نشوف خليوه ليوتين إيش يتسو ألا تام نيستان بون تكستيون تين يقع بيسخش شامي تولي زيلم وزنيا üç جو سوينا برنامجتين خلاه هو نرى وزنيا يو زيلم وهاشلا بنوي واسال زيلم بداية أبرزون استكشف تردوتك إيش الوشاتي شروي واسي بوستيتا مو يردون صبري يوي خا ما خيتنا إيشلا بنوي ما خيتنا يقص سنة هم نفكيك تعوتش دعوة نبتو زيلم başlam son xalantuna يحلاتش شلابين شنو الخاتش شلابين وقالش شلابين وقال وقو على الأقل يش لقن تاع زين برجع خدال شا حويتسويتش يشياتش زين وديك بيتر شا عشان دوشلو شا شي برجع خدين ال ثاني ديسر داتا ال تو دوش دل أخذ عوضة شلابين سخيتن في الحاجة صو إيش ويلون مش وين مش الخوش خيل عن خالش إيش نبخت عشا غالش عشقين إيش تويتش خزير شين ال
Я знал, что ты такой знаменитый певец, Сунден. Ну, И только после смерти. Минута. И Шаляпин сдержал свое слово, только после смерти он опубликовал вот эту вот историю. Он сам написал ее и венчал отцу. Он написал и рассказал, как это случилось. Вот. Ну, насколько я знаю, да не, даже подождите, я даже путаю. Скорее всего, он оставил этот рассказ как завещание после своей смерти, не после смерти Зелимхан, а после своей смерти, да, сдержал. Я так слышал. Да, сдержав данное слово, после его смерти в письмах они увидели вот этот вот рассказ и напечатали его. Да, там, походу, он дал слово при жизни Дирдацел. При жизни И очень нужно упомянуть один момент, уже один момент, обычно шамяли коряник хайокс махали, цахом цюнера цайокс. Цахом. Дахьется барфу. Башлам, там Мегадери. Граф Толстой, ну Толстой является. И церкви вообще дни орва пара и гергалу это стали бандалш. Хеза. Ну говорит, духан больше алдаха отсон его говорит, его яйцо. Ишь, гергалу Ленин ждут это дон гергалу тесгалу теперь. Сайд. Асам эрдон ас чег садога дедушку дистакедек элхак ирасюнг. Сега шиверси мои ючек садо ойзен дин дуйцу хардун. На самом деле, из-за того, что он был знаком с Садос и Дина Элдаци, из-за чего сега там были некоторые моменты в религиозном плане. Граф Толстой, Дина полностью беш бубеш царь осталов шайлен, приу шайлен, то есть хозар дамжут ачо ца миротворческие темы что богдон ца бусуб стеги ахтош дошон. Он разочаровался, но чем это дин дуй шейдин шейдинах индраскун да салясун шейдинах дуаха ишт хахар бубош хайр бубош горч такишки бар долше ишт ивая тутика даже он отрёкся от церкви луиз таmoш метя цатбоча подтверждает юқи тамам и волгит хоккей кирта я сакер мин вокзале макарини воловел يعني شيء عددنا دعوج именно Кавказе хауш вела ючдей. Иначе это не только у нас больше связь царстванский паблик, он стал гомитанином, у него один туда-сюда. Это, как говорится, и подтверждать садой. Они говорят, что он разочаровался, и на Кавказе во время Первой мировой войны. И шаял тем на шах, и на разочарование. И отлучиться отучить что это, короче. Ну, подтверждение как такое, потому что мы подтверждение, а вы идите, так, выглядит, так, хаусиш, он это сделал из-за своих умозаключений, но факт остается фактом, что от смерти его спас и подружился с ним. Кунаками стали, а у тебя вообще садой изи. Есть ситуацию. Везде, ашбях мобилен уже реклама захвачу было деловой, что сервис да деловой, YouTube чопал вежишна. И что мах, Ибрахим был что сонает, на Ибрахим попал да саду был из негезешка сон долетел. И хамш душуна ма сервис деловой вая да мухаккан халфиру я хаусадуе окла, это окла. Вая кана ош قيت الدوشون كل عام يشلر يورش طلع احتو صغلي قور مرسي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته